Айов, чуваки, вы на канале Айдо, и не спешите закрывать это видео, если вас смутила визуальная часть этой 100-дневки. Несмотря на мультяшную, в чем-то даже детскую графику, эта игра полностью оправдывает свои высокие оценки в Стиме, и лично я искренне кайфанул от этого довольно длительного приключения. Мир Портии во многом схож с миром долины Стардью, в то же время обладает своими уникальными особенностями и возможностями. Здесь будет все: и ферма, и строительство, и рыбалка, исследование руин и мира игры, знакомство с жителями, сюжетные интриги и даже битвы с боссами. О Портии можно рассказывать очень долго, но я не хочу забирать ваше время, так как ролик и без того получился просто огромным, а все из-за того, что Портия очень богата на события. Надеюсь, вам это видео понравится так же, как мне понравилась эта игра. Приятного просмотра! Началось все созданием персонажа, и хоть поначалу эта графика казалась мне прям-таки вырвиглазной, я решил дать игре хотя бы шанс, и начал я с выбора голоса. I think I'll go. I think this thing is $300. На самом деле, последний вариант звучал максимально серьезно, хотя по факту особой разницы в них даже не было. Потом я выбрал наиболее понравившуюся мне прическу, и не обращайте внимания на эти чудные лица, они вам еще понравятся. Нет. Бороду и усы я прошел стороной, так как быть усатым с таким лицом чуток не сочетается, да и бородатых подростков я уж, извините, в жизни еще не видел, и вот что у меня получилось. Пойдет. Судя по календарю, игровое время здесь было подобно времени в Stardew Valley. В году 4 сезона, но каждый из них длится только 4 недели. Я выбрал день рождения, и в этой игре есть какой-никакой сюжет, и графика в целом мне даже понравилась. Есть здесь что-то в стиле Геншина-курильщика, но смотрится это приятно. Меня встретил Пресли, представитель торговой гильдии, с которым мы уже были знакомы в прошлом. Он рассказывает, что наш отец уехал отсюда и оставил свою мастерскую, где мы и будем жить и трудиться. Пресли дает нам письмо, где мы читаем извинения отца, который в спешке должен был куда-то сорваться и уехать, и что ему хотелось бы быть лучшим отцом, но у него это не получилось. Он оставляет нам свою мастерскую и записную книжку с заметками о предстоящей работе. И на этом первый день игры подходит к концу. Я проснулся в своем новом сарае, точнее доме, и персонаж жаловался на постоянные сквозняки, которые не дали ему выспаться, что мы в принципе и видим по полузаполненной шкале выносливости. Для починки пола нужно дерево, которого у меня не было. На стене висела учетная таблица, судя по которой мы сможем покупать мебель, улучшать дом и даже нанимать помощников для своего хозяйства. Мне это уже нравится. На улице сегодня было достаточно пасмурно. Я собрал лежащие у дорожки камни, авось пригодятся, и поздоровался с первым местным жителем. После проверил почту, забрал бесплатные DLC-шные вещи и прочел приветственное письмо от местной газеты, которая бесплатно будет оповещать меня о предстоящих событиях. Прямо напротив дома стоял сундук, видимо, меня пытаются задобрить, но я и не против. В нем были боксерские перчатки, и да, здесь есть какая-никакая бойцовская система с ударами и уворотами. Прямо Dark Souls, мое почтение. Затем я побежал в местный городишко, и позвольте мне научить вас, как правильно общаться с представительницами противоположного пола. Для начала здороваемся, это позволит начать диалог и главное дальше не сглупить. Рекомендуется сразу поговорить о простых вещах, а вот подарков так рано дарить не нужно. Лучше сразу же позвать девушку на спарринг. Забавная механика, представляю, как буду говорить детям, как познакомился с их мамой. Ну и у нее был уровень в 4 раза превосходящий мой, и урон она наносила неплохой. Но ради своей любви к этой все еще незнакомой женщине я был готов драться до конца. Каждый нанесенный удар потихоньку растапливал лед между нами и... Вот видите, как это делается. Мало того, что отношения улучшили, так еще нас соком угостили. Или я его просто отжал? Ну да ладно, нам нужно бежать в торговую гильдию. Пресли спрашивает, как наше новоселье. Старый сарай с прогнившим полом, драка с девушкой во второй день новоселья и что он ожидает от меня услышать. Конечно же, все очень хорошо.
Пресли говорит, что нам нужно получить лицензию для работы, для чего нужно пройти вступительное испытание, сделать простой топор и кирку. Поскольку какие-то ресурсы я уже собирал, то не растерялся и сразу же побежал в окрестности города, где и нашел разбросанные палки, камни и разные растения. Создал топор и кирку на верстаке, дерева, к слову, хватило прям как раз, а после решил примерить одежду из бесплатного дополнения. Ну и как вам? По-моему, круче этого могут быть только яйца. По пути к сдаче задания я решил познакомиться с еще одной обворожительной девушкой, но оказалось, что это парень, выглядящий настолько круто, что ему стоило бы быть в главных ролях аниме Джоджо. Пресли похвалил меня за сделанную работу и позволил оставить созданные инструменты, а после дал второе задание – сделать каменную печь. Само собой, я сразу же нафармил ресурсов и после начал читать дневник отца. И для крафта ремесленных станков нужно было не просто создавать их, кликая по какой-то кнопке, а сперва создать строительную схему, после чего добавлять к ней нужные ресурсы или предметы вручную. Для печи мне понадобилось вдобавок к дереву создать каменный табурет и установить его рядом с построенным деревянным корытом. Я поздоровался с еще одной местной жительницей и побежал сдавать задание. Мое посвящение в ремесленники было пройдено, и в награду мне дали сертификат мастерской, который еще нужно было заполнить у местного мэра. Придумать что-то остроумнее Фомки я не смог из-за ограничения в 6 символов. И мэр сказал, что иногда в городе проходят мероприятия, и стоит проверять свою почту и посещать эти самые мероприятия, чтобы находить друзей и не быть отшельником. А вот дальше мы узнаем, что наша мастерская не единственная в городе, их здесь целых 5 штук, и у города даже есть свой местный рейтинг, и чем он выше, тем сложнее заказы, и соответственно больше прибыли. Как ремесленнику нам нужно зарабатывать, выполняя задания гильдии, или просто продавать созданные вещи на местном рынке. И только он хочет дать нам наш первый заказ, как в кадре появляется он. Вы только посмотрите на эти хитрые глаза, это наш главный конкурент и самый прожженный мастер в здешних местах. Но все же... Well, I'm sorry. That was our last one. Somebody once told me the world. Батя врывается в здание и дает нам задание на постройку моста к Янтарному острову, и поскольку это мое первое задание, я уже прям в предвкушении. Я повесил сертификат мастерской в своем доме прямо рядом с кроватью, и хоть на улице уже вечерело, я решил, что надо бы разобраться хотя бы с драным полом в моем доме, так что побежал рубить древесину, а после чинить дом. Все, теперь я высплюсь. Новый день, новая работа, но для создания моста мне нужны медные слитки, трубы, а для создания труб нужен точильный станок. И поскольку у меня нет ресурсов для создания этого добра, я решил проверить задания и метки на карте, попутно решив сразиться с самым сильным мужиком этого городка. И в принципе я бы мог его закликать даже со своим вторым уровнем, но я решил пожалеть парня. Отхватив свою порцию морального унижения, я решил проверить почтовый ящик. В письме от гражданского корпуса Портии было написано, что мне могут понадобиться материалы из опасных руин, и я могу создавать поручения, чтобы другие жители могли искать нужные материалы вместо меня. После письма от мужика-бодибилдера у меня поручение для настоящего мужика, но если ты девушка, то ничего страшного. Вы смотрите, он еще издевается. Я взял его задание и прочел в оставшихся письмах о том, что в Портии, так называется здешнее место, если кто не понял, есть много руин, но пока нам доступны только заброшенные руины без вражеских существ и опасные руины. И в последнем письме было написано, что в выходные дни поручений нет, но выполненные задания можно сдавать и в эти дни включительно. Я побежал в город к маркеру задания, по пути поздоровавшись с Соней, с которой у нас был дружеский спарринг. Ну что, надо же нам строить отношения в конце концов, не все же одному пахать. Мэрия, где меня ждало задание, была еще закрыта, поэтому я побежал чутка погриндить и по пути встретил одного из 7 братьев Хулу, который дал мне задание на создание удочки. Блин, знаете, здесь столько возможностей, что глаза разбегаются. Строительство, крафт, какая-то система социальных взаимоотношений, как в долине Стардью, заброшенные руины, гильдии торговцев, конкуренция. Мне уже нравится эта игра. И что-то подсказывает, что риск застрять в ней надолго резко повысился. Когда мэрия открылась, я пообщался с мэром, который посоветовал познакомиться со здешними жителями-торговцами. Вот Альберт, продающий улучшения для мастерской,
Джанго порабощенный, просто Джанго, который торгует едой и напитками, Пауль, который нас отпиз, который продает мебель и даже дал нам небольшой подарок. Знаете, а может этот парень не так уж и плох. Вот семья торговцев одеждой, Кэрол и Марс, каждый из которых дал нам подарок, но попросил не говорить об этом своей второй половине. И доктор Сью, единственный доктор в округе. Единственный, а что будет, если у него самого случится инфаркт? Надеюсь, здесь будет подобный квест, это было бы как минимум забавно. А это бродячая кошка, не знаю зачем мне ее расположение, но я решил поговорить и с ней. Стоит упомянуть и про Ремингтона, который вел нас в курс дела касательно исследования руин. Они контролируются Альянсом свободных городов, и для их исследования надо платить еженедельный взнос, взамен на что нам дадут сканер и реактивный ранец. Первый раз со скидкой. И последний в нашем списке это определенно фермер, и только гляньте, как красиво это смотрится. Я решил погладить цыпленка, но это больше похоже на то, что я его ворую, за что я был жестоко избит курочками. Здесь живет бабушка Софи, продающая семена и еду. Я понимаю, что столько персонажей и имен будут восприниматься как излишняя информация, но мне кажется, ради здешней атмосферы и погружения об этом стоило сказать. Ну и я надеюсь, что в будущем все эти персонажи будут как-то раскрываться и взаимодействовать с нами. После выполнения задания я решил заглянуть в руины. Дело здесь обстояло следующим образом. С помощью сканера мы проверяем местность на полезные ресурсы, а после начинаем копать и заниматься собирательством. К слову, Ремингтон упомянул, что если мы найдем здесь какие-то части оружия или древних артефактов, то их стоит отдать для исследований. В целом я толком ничего не добыл, потому что инвентарь был забит полностью, так что пришлось вернуться. Но сразу же я пошел добывать древесину и построил деревянный сундук, перед этим скушав что-то из инвентаря. Ведь куда я положу созданный сундук, если инвентарь уже забит? Я сложил всю еду и прочий хлам и побежал выплавливать медный слиток. На большее ресурсов у меня не было. Создал 2 точильных камня для будущего станка, израсходовал еще немного энергии на фарм, чтобы она не пропадала зря, и пошел спать. Утро начинается не с кофе, а из создания точильного станка, для которого я уже сделал 2 точильных камня, а вот меди пока было недостаточно. Я решил побежать в руины за медью, попутно здороваясь со всеми, кто мне попадается на пути. До меня наконец-то начало доходить, как добывать конкретно медную руду или конкретно камень. Надо было смотреть на текстуру. Медь была такой же формы, как и обычный камень, но коричневатого оттенка. И порой, к слову, попадалась и оловянная руда, но как добывать конкретно ее, я пока не знаю. Пока что сдается, что у олова нет своей особенной текстуры, и он просто добывается с небольшим процентом. Я добыл довольно много медной руды и побежал домой, но нельзя вот так взять и пройти мимо вопросительного знака. Это был Ли, который был каким-то служителем местной церкви, и он рассказал мне про древние диски с информацией, которые я нашел при раскопках. Он рассказал, что это очень опасная штука, и подобные устройства могут привести к концу света. Его мнение заключалось в том, чтобы уничтожать подобные диски с данными, все для того, чтобы уберечь Землю от уничтожения. Это звучало довольно серьезно, ну и взамен на диски он пообещал давать мне какие-то особые семена, правда я пока не знал, что с ними делать. И Ли посоветовал заглянуть к Эмили, но на карте маркера не появилось, так что скорее всего я про это забуду. А все потому, что сейчас есть более важные дела – выплавить много медных слитков. И пока медь плавится, я побежал к археологу за каким-то заданием. Они жили в исследовательском центре в довольно атмосферной башне, и здешний работник Петра рассказала мне, что с помощью тех самых очень опасных дисков я могу открывать новые технологии и устройства, с чем она может мне помочь, если я буду приносить ей эти самые диски. И воу, это звучит как конфликт церкви и исследователей, конфликт веры и науки. Ничего себе, вот чего-чего, но такого я не ожидал в игре с подобной графикой и стилем. Также она рассказала о том, что на ремонтной машине здесь я могу восстанавливать старинные артефакты, если смогу собрать все их части. И знаете, в выборе между религией и наукой я, конечно же, выберу второе. Не знаю, кто в этой деревне ближе к истине, но ученым я готов довериться сильнее. На выходе я поприветствовал местных детишек и Ремингтона. Да, видимо, мы многое не знаем об этом парне. По пути домой я увидел первых врагов, и что греха таить, я решил напасть.
Было забавно, что атаковали меня только те жуки, которых я задел, а остальные просто сидели. Я решил не трогать их, в том числе по причине недостатка энергии. Переоделся, собрал еще один сундук и поставил его прямо на улице, чтобы складывать сюда более предметные вещи в виде ресурсов и разных полезных штук из развалин. Тут как раз подоспели медные слитки, так что я мог закончить точильный станок и установить его рядом с домом. Ко мне пришел местный, напомню, единственный доктор и посоветовал мне рецепт крем-супа, чтобы привыкнуть к местному климату. Странно, я думал, что он врач, а не повар. Я спросил, на чем же мне готовить сей кулинарный шедевр, и если вкратце, по этому вопросу стоит обращаться в исследовательский центр. Я решил проследить за юными бегунами, глянуть, куда они бегут, и да, по-видимому, они просто занимаются зарядкой, а после снова побежал долбить камни и собирать ресурсы до той самой поры, пока у меня не закончится энергия. Я надеюсь, в будущем я научусь готовить блюда, позволяющие ее восстанавливать, а после я задался вопросом заработка денег и побежал в торговую гильдию, но продавать здесь излишек вещей было нельзя, зато я нашел доску с объявлениями, где взял, как по мне, самое легкое задание – создать 5 единиц стекла. По опыту Майнкрафта я думаю, что для этого дела мне понадобится только плавильня и песок, вот только она была занята медными слитками. Поэтому, пока есть время, я создал себе новый деревянный меч и какой-то амулет, а ближе к вечеру точильный станок завершил создание медных лезвий, которые меня просил сделать мой лысый друг-бодибилдер Пауль. И вот неплохо так, 200 монет, опыт, отношения с Паулем и репутация. Сейчас мне безусловно хотелось бы разобраться во всех этих механиках подробнее, но пока стоит сосредоточиться на самих квестах и их прохождении. Под утро 6-го дня я забрал еще 2 медных лезвия и установил их в будущий станок. Ну а после опять побежал копаться в руинах, так как верстаки сейчас были заняты работой. Я не знаю, видно ли это на записи, но в момент нанесения удара киркой игра на мгновение фризит, как раз до момента, пока деформируется почва. И только сегодня я нашел вкладку с навыками персонажа. Они делились на 3 ветки: бой, ремесло и общение. Я вкачал обращение с топором и киркой, чтобы экономить энергию, прокачал каждый навык боя и разок социальные навыки, а после взглянул на всех своих знакомых и на карту, которая на самом деле не такая уж и большая. Только сейчас я надел созданный мною амулет и взял найденные в пещерах часы. Их можно было повесить в доме для улучшения базовых характеристик героя. И наконец-то только поздно вечером я поставил камень переплавляться в кирпичи, что позволит завершить мне новый верстак. Много дерева не бывает. Я проверил почту, и там было письмо с предложением посетить центральную площадь сегодня в 7 часов вечера. Ох, у меня такая плохая память, но я постараюсь не забыть. Я наконец-то смог скрафтить удочку для одного из братьев и поспешил ее отнести, но по пути увидел, как доктор Сью собирает лечебные травы, и было приятно видеть, что NPC не просто имеют какой-то распорядок дня, а и могут заниматься собирательством для каких-то там своих целей. О, а что это за медведь? Приемный отец Дубка? Жаль, что он не разговаривает. Merry Christmas, bitches! Я сдал квест, заработал немного монет, опыта и червей, а после истребил пару лам, чтобы сделать стул для своего дома. Камень, поставленный на переплавку, уже превратился в кирпичи, и я закончил постройку циркулярной пилы, после чего решил отнести накопившиеся диски с данными в лабораторию. Интересно, а можно ли покататься на этой качели? Да, можно. Насколько я понял, диски с данными в количестве 5 штук запускает процесс открытия какого-то рецепта, что займет некоторое время. Но если мы торопимся, то можно дать еще больше дисков и ускорить процесс открытия чертежа. Само собой, я зажал другие диски, я никуда не тороплюсь, у нас еще 90 дней впереди. Мне хотелось поскорее выполнить главное сюжетное задание – восстановить мост, но для него нужна будет качественная древесина, а для ее добычи нужен бронзовый топор. Пока я не знаю, как сделать бронзу, надеюсь, очень скоро я это пойму. Кстати, а вот вторая претендентка на мое сердечко – Эмили, жизнерадостная девушка с фермы. Она выглядит вполне миленько, да и слегка попроще. Погодите, 7 часов вечера, центральная площадь. Мэр собрал всех жителей на площади и рассказал о нашествии пандамышей, и попросил быть жителей осторожнее.
Упомянул ремонт моста, чему трудолюбивый мастер был явно не рад. Ты за меня придурка не держи. Ах да, еще попросил денег на строительство новой транспортной системы для города, при этом он также выделит под это деньги. Ну, само собой, он же мэр. Let's all give a warm welcome. Что ж, самые короткие аплодисменты, которые я слышал. И поздним вечером я создал еще одну плавильню, а то больно медленно она работает, и увидел, как делается бронзовый слиток. И блин, это ведь было очевидно, бронза — это сплав меди и олова. В одной из прошлых 100-дневок, не по Форесту, а в Альхейме, я ведь создавал бронзу из такого же сплава металлов. А потом я встретил сестру Гаста, того типка, который почему-то похож на героя аниме Джоджо. Не могу объяснить это, но что-то в этом его взгляде точно есть. Быть может, когда-то в будущем мы с ним станем кровными врагами. И снова новая почта. Задание от Давы, одного из 7 братьев, на доставку 5 деревянных дощечек. Хорошо, что как раз недавно я закончил строительство циркулярной пилы. А вот и исследовательский центр обозвался. Они сказали, что в течение дня диски расшифруются, и они вышлют мне какой-то чертеж. И в последнем письме мэрия напомнила о предстоящем дне рыбака, а значит, надо бы сделать удочку уже для себя. Я пошел избивать старый дуб ради кокона, но вместе с ним мне выпадали и соты, и бочонки с медом, рядом с которыми прямым текстом было написано «Любимая еда папы медведя». Ну, недолго думая, я решил сделать ему небольшой подарок. И вот я наконец-то сделал себе удочку. Стоит сказать, что регулярно за кадром я рублю древесину, так как расходится она ну прям очень быстро. И в этот раз я увидел значок задания рядом с собой, и это снова Эмили из фермы. Она предложила мне рецепт создания кладки, в которой можно выращивать семена. Довольно хороший подарок, я сразу же изучил этот рецепт. Поставил катку, посеял пшеницу и добавил удобрения. Много удобрения. Надеюсь, я с ним не переборщил. В остаток дня я фармил древесину, наконец-таки отнес 5 единиц стекла, которые сегодня доплавились, и заработал еще 200 с лишним монет. И золота мне уже хватит на то, чтобы расширить свой инвентарь. Я заметил, что он расширяется прямо из этого же меню буквально 10 минут назад. Вот теперь, быть может, мне не придется перекладывать все свои вещи в сундук. А вот и прибавка к домашней мебели. Только под вечер я заметил, что здесь есть еще и транспорт. Я быстро догнал автобус, ожидая, можно ли с ним что-то сделать. И да, можно занять пассажирское место и прокатиться куда-нибудь. Правда, едет он так медленно, что проще добежать в нужное место с помощью спринта. И снова письмо. Это чертеж печи от исследовательского института. Отлично, можно будет в скором времени отнести им следующую партию дисков с данными. А вот тут я, кстати, решил, что будет, если украсть цыпленка. Но не мог я поступить так жестоко и вернул его назад. Потом сдал задание на деревянные доски и заработал немножко монет. Ну и сразу побежала отнести диски с данными. На этот раз придется ждать 2 дня. Но это пустяки. Для того, чтобы наконец-таки начать делать мост, мне нужен улучшенный топор. А для этого нужно иметь комплект модернизации. Я не знал, где его взять, поэтому побегал по городку и нашел его в магазине с инструментами. И стоило это добро больше 200 монет. Но без этого никуда. Я продал всякое говно и побежал дальше заниматься своими делами, по пути решив еще раз подраться с Соней. Ну а почему бы и нет, в этот раз она безусловно отлетела намного быстрее. Наконец-то топор скрафчен, самое время его испытать. Знаете, судя по тому, что здесь такой большой ровный участок, я думаю, что в будущем предстоит скупить всю эту территорию и построить еще очень много разных зданий. И это определенно круто. Блин, а деньки в порте пролетают чертовски незаметно. У нас столько разных дел, что не успеваешь переключаться с одного на другое. Сегодня я установил сделанные медные трубы и доски из прочного дерева. Один подъем моста был готов. И тут мне снова не хватает места в инвентаре. Но вот новое его расширение будет стоить мне уже 600 монет, а не 400. Я сразу же поставил чертеж под основу моста, но сделать ее пока что не из чего. Поставил делаться кирпичи и медные плиты, но с ресурсами у меня пока что беда, поэтому я собрался лезть в руины. Вот только недельный абонемент уже закончился, и для входа нужно собрать целых 200 монет, которых у меня сейчас нет. Что ж, наверное, стоит переключиться на выполнение заданий торговой гильдии, подумал я и побежал туда.
Нашел внутри рейтинг мастерских и узнал, что за первые 3 места владельцам мастерских дают неплохие такие награды. Нет, ну вы только посмотрите, 10 тысяч монет за первое место. Это целое состояние. Я создал 2 небольших стула, перед этим покрошив немножко лам, и пошел сдавать взятое в гильдии задание. Сразу же хотел взять еще одно, поскольку они были несложными, но больше одного задания в день выполнить было нельзя. Зато я взял квест на добычу игл, которые выпадают из морских ежей. Вот только где их искать, толком непонятно. Я взял удочку на всякий случай, червей и побежал к морю. К моему удивлению, заходить в воду здесь нельзя, что слегка печально. А рядом нет ничего похожего на морских ежей, только улитки. Но я не сдался и побежал вдоль берега в надежде их найти. И да, почти в самом конце было место их спавна. Довольно странные штуки, они парили в воздухе и атаковали по площади. Ну и к слову, зачем нам добывать их иглы для создания зонтика, если у каждого из этих ежей уже есть зонты? Словом, добыв почти все 10 игл, я напал на противника, не подходящего мне по уровню, и отлетел буквально от 2-3 его атак. Герой появился рядом с домом и потерял половину выносливости. Я забрал кирпичи и слитки из плавилин и направился спать. Добудем иглы уже завтра. Ержан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу пора. Ну что, за работу, заправляем верстаки, пшеница пожелтела и я решил ее собрать, но вместо этого я походу ее просто разрушил и получил лишь волокно, так что пришлось посадить новый саженец. По пути к морским ежам встретил кроликов-иллюзионистов, и нет, я ничего не употреблял, они так и называются, но для меня пока что они слишком сильны, так что лучше их не трогать. Я набил еще игл и побежал сдавать задание. О, смотрите, это бежит моя будущая жена. Все же я решил, что лучше сосредоточиться на Эмили, только нужно будет узнать, где она живет. Да, звучит это, конечно, не очень, но желательно общаться с ней как можно чаще, чтобы начать сближаться. Задание сдано, и я сразу же взял поручение в Лиге торговцев на создание 8 корзин. Делаются они очень легко, так что я сразу же отнес их заказчику. В этой булочной, кстати, продавалась еда, восстанавливающая энергию, но пока такие траты будут лишними, лучше копить на расширение инвентаря и станки для улучшений. Поскольку я немножко заработал, а медная руда потихоньку заканчивалась, я купил абонемент в руины за 200 монет и начал фарм, и нашел еще одну довольно странную хрень. Это была комната, ведущая в какие-то древние руины, но места в инвентаре у меня критически не хватало, так что я сразу же решил найти компромисс, выбросив что-то из инвентаря, но в итоге решил вернуться домой и продолжить исследование уже завтра. Здесь была новая мебель, сундуки с чем-то ценным, так что я определенно сюда вернусь. Ах да, я нашел маленький двигатель. Уж не знаю, что с ним делать, но эта вещь точно мне пригодится в будущем. Чуете? Пахнет автоматизацией. Я надеюсь, это было бы прям очень круто. Воу, ребята, через час начнется День рыбака. Я помню, что в письме было написано прихватить с собой удочку, так что отныне она всегда со мной. Я пополнил производство новыми материалами, и как видите, у меня здесь уже есть несколько сундуков. Первый с реликвиями, второй с разным мусором, остальные 2 с полезными материалами. У меня наконец-то было достаточно кирпичей для создания подпорья моста, вот только День рыбака уже начался, и я побежал искать, где же все это происходит. И когда я пришел, все уже рыбачили, как ни в чем не бывало, а я бегал, не видя никаких маркеров или знаков. Только обмен наград нашел, но ни слова о том, как принять участие. Еще этот чел из Джорджа с его надменным взглядом, буду называть его Спидвагон, потому что больше я никого из Джорджа уже не помню. И вот я наконец-то нашел рыбное место, но для ловли нужна наживка. Да блин, могли бы и сказать, что нужна еще и наживка. Я понимаю, что это само собой разумеется, но мне казалось, что именно для участия в турнире наживку нам дадут. Словом, я побежал домой, взял наживку и вернулся обратно. Познакомился с механикой рыбалки. Нужно было вовремя подсечь рыбу, а затем держать пузырек на самом поплавке, попутно аккуратно натягивая леску, чтобы та не порвалась. И здесь событие закончилось. Я по-прежнему не знал, что мне делать, и решил побежать домой. Попутно подарил одну рыбку папе-медведю.
Он, конечно, не знал, что с ней делать, но принял подарок с улыбкой. И дома меня ждала новая почта, где было написано о предстоящем празднике и о том, что в день праздника подарки, которые каждый пожертвует к этому дню, будут сброшены с дирижабля 18 числа. Насколько я понял, это что-то вроде тайного Санты, когда все обмениваются подарками. Правда, тут все на рандоме. На доске объявлений меня ждал очень жирный заказ на постройку 2 емкостей для воды. И тут такое дело, я не знал, насколько сложно их делать, и поэтому побежал домой смотреть рецепт. Он был простым, только каменный кирпич и доски, но когда я вернулся, гильдия уже была закрыта. Что ж, надеюсь, задания от гильдии не будут пропадать на следующий же день, как и простые поручения. 13 проклятое число, но сегодня я намерен победить в конкурсе рыбаков, поэтому почти сразу же проснувшись, я побежал на место проведения турнира. И, к слову, здесь, к сожалению, не было той фермерши, к которой я собирался подкатывать шары. Я нашел место, где можно было записаться на соревнование, и ловля началась. Поначалу я был на 2-м месте, но очень быстро вырвался на лидирующую позицию. Но правда, у меня почти сразу же закончилась наживка, так что я наслаждался соревнованием, просто беспомощно наблюдая за тем, как мои соперники ловят рыбу. Тем не менее, мне тоже дали кое-какие подарочки, не поместившиеся в моем инвентаре. Пришлось жертвовать самым ценным – ржавой железной трубой, часами и соломенной шляпой. В основном подарками была еда и пару жетонов рыбака, за которые можно купить уникальную награду, но пока что их у меня слишком мало. Спидвагон, как обычно, разговаривал с гордым акцентом, а я пожертвовал мэру подарок на приближающийся праздник. Ничего лучше слитка меди ему дать я не придумал. Но, по крайней мере, я не единственный, кто дарит такую хрень. Главное, чтобы на этот праздник мне не попался свой же подарок. Кстати, турнир прошел не напрасно, я смог довольно много заработать на продаже рыбы и расширить инвентарь еще на ряд слотов. Позднее я хотел проверить гильдию на предмет заданий, но совершенно не обратил внимания, что сегодня суббота, а по выходным заданий нет. Так что остаток дня решил провести в руинах. Дочистил прошлые заброшенные комнаты и потом нашел еще одни. По планировке они, кстати, были одинаковые. Да и по луту ничего особо ценного здесь не было. Немножко золота, каких-то предметов и пара диванов, которые можно будет потом продать. Тут я вспомнил о прокачке и бросил очки в увеличение получаемого опыта. Все же, как ни крути, фармить опыт нам придется, а так это дело пройдет чуть-чуть быстрее. И к ночи основа моста была готова, осталось сделать только еще одну платформу. Выбегая с гильдии без заданий опять, ведь сегодня тоже был выходной день, я заметил 2 сундука, находящихся, казалось бы, в недосягаемости. Но для человека, который прошел почти все части Ассасина, почти все первые части Ассасина, некоторые части, эта задача будет пустяковой. Что ж, хотя бы 2-й урожай пшеницы я не заруинил. Нужно будет показать его той фермерше, она, кажется, говорила про это, но пока возьмем диски с данными и отнесем их на расшифровку. Я заметил, что в магазине одежды продается довольно интересный костюм, правда даже спустя 2 игровых недели я все еще бомж, но в будущем, надеюсь, я это примерю. Как-никак эти вещи статку тоже увеличивают. Кстати, я решил купить букет для будущей избранницы. Сначала хотел подарить самые дешевые полевые цветы, но они нужны при трауре, так что пришлось раскошелиться. Как видите, рутинная жизнь мастера продолжается, но сегодня я наконец-таки достроил мост. Подарил цветы девушке-фермерше, а в письме было написано о новом чертеже и о том, что парикмахерская в городе пока что закрыта из-за того, что парикмахер Санва не оправился от насмешек из-за его дальтонизма. И, как я понимаю, нам нужно его как-то успокоить. Я сдал задание по постройке моста, даже не обратив внимания, сколько мне за это заплатили. А после взял квест на создание стульев, поставил схему кожевного верстака, ибо видел, что некоторые задания на доске в гильдии состоят в крафте нитей или чего-то подобного.
подобного, а потом, кстати, и встретил того самого Санву. Он был опечален своей ситуацией и огорчен тем, что красил волосы Ремингтона, того парнишки, который любит у школы тусить, в зеленый цвет, сам того не зная. Ну и я не нашел лучшего способа утешить паренька, чем подарить ему миску острого рыбного супа. Скорее всего, чтобы парикмахерская заработала, нам нужно будет довольно хорошо с ним подружиться, но это дело уж никак не быстрое. Позже я поздоровался впервые с местной учительницей, а уже вечером сдал задание на изготовление стульев. И потихоньку репутация росла, но я все же решил закрепить свой репутационный успех, избив Циву ради наших с ним приятельских отношений. И вот только сейчас я увидел, что у меня в кармане целых 2500 монет, и по-хорошему это дело надо бы куда-то инвестировать. Я долго не думал, расширил свой участок, а следом расширил инвентарь. Стоит вам сказать, что производственные станки и печки работают у меня круглосуточно и без перерыва, постоянно производя слитки и разные материалы. Просто говорить об этом каждый раз, когда я забрасываю в печку ресурсы, особенно при том, что я делаю это по 10 раз на дню, это такое себе удовольствие, поэтому... Признаться, сегодняшний день изначально я хотел пропустить, потому что давайте признаем, что жизнь в порте во многом состоит из рутины, да, как и жизнь в любом другом выживаче в принципе. Так что я думал сокращать хронометраж видео, пропуская дни, ведь не все любят смотреть двухчасовые видео, или все. Возвращаясь к теме, скажу, что вырезать этот день все же не получилось, а все потому, что мне снова пришла почта. И в городе открыты новые руины для исследований, только цена для их входа чуть больше, а я пока без денег. И сегодня вечером опять будет какое-то собрание, а в остальном я буквально мгновенно выполнил поручение доктора, ибо медные трубы у меня как раз были. Поздоровался с Эмили, я все же решил, что она будет нашей будущей женой. Это не точно. Я до последнего не хотел, но пришлось ее избить ради того, чтобы наша любовь стала крепче. Блин, жесть. Позднее я доделал станок кожевника, который позволит создавать всякие вещи, связанные с ткацким делом, и переработкой этой самой кожи и прочих связанных с этим материалов. Ну а потом, когда деревянные доски наконец-то приготовились, я сделал ровно 3 катки и отнес их Эмили. Оказывается, что выполнение поручений здесь гораздо эффективнее, чем рукоприкладство. Стоит это запомнить. На городскую площадь я пришел немного раньше, чем следовало, поэтому я решил скоротать время в драке с моим ненавистным конкурентом. Ну и быть может, так можно улучшить наши отношения, хотя это, конечно, вряд ли, ибо в диалоге нет ни намека на что-то дружеское. Но этот гад меня одолел. Ну ничего, я ему еще отомщу. В крайнем случае позову местного спидвагона и дадим ему по щам мы вместе. На городском собрании мэр выступил с новой речью. Увидя свое имя в субтитрах, а потом услышав слово «дискастинг», я уже решил, что меня польют дерьмом, но нет, мэр поблагодарил меня за постройку моста и сказал о том, что в городе завелись воры. Марта предположила, что это Хас и Тас. Я что-то не помню, кто это, скорее всего, я их даже не встречал. Эти парни воровали книги, сыр и даже утащили чей-то носок. И тут я задумался, что по сути в этом городе нет служителей закона, а ведь они в теории могут не только митинги разгонять, но и быть полезными обществу. И мэр сказал, что Арло будет проводить расследование, и пока я тоже не помню, кто это такой. Меня волнует только одно, чтобы вещи из моих сундуков снаружи дома не начали пропадать, поскольку там я оставлял самое ценное. Смотрите-ка рецепт, чего я тут нашел. Это личный автобус. Звучит очень интересно, но материалов для него нужно довольно много, так что пока это мы оставим. И снова свежая почта. На этот раз это мэр с каким-то своим личным поручением. И поскольку мэрия открывается только в 9, сначала я заглянул в торговую гильдию и взял задание от Эмили, чтобы побыстрее налаживать с ней отношения. После 9 мэр рассказал мне, что воровство продолжается, и сказал, что хочет развивать пещеру на Янтарном острове, куда мы недавно проложили мост, но для этого нужно построить какую-то батарею. Кстати, задание для Эмили было очень легким, и я сразу же его сдал, скрафтив 8 корзин. Потом я поставил схему этой самой батареи, и поскольку в карманах зазвенело немножко шекелей, я решил отправиться в новую пещеру. Вход туда стоил 300 монет, но мне было интересно, что же ожидает нас в новом месте, и в целом это все то же самое, только здесь были новые руды, марганцовая и железная. Также в сундуках и в почве появлялись новые артефакты и материалы, но в целом игровой процесс был абсолютно таким же, поэтому на оставшемся фарме заострять внимание я точно не буду. Блин, кажется, я хотел начать пропускать дни, чтобы не заставлять вас смотреть 2- или даже 3-часовой ролик, но игра, по-видимому, считает иначе.
Здесь буквально каждый день что-то случается. Не знаю, как вам, но мне это понравилось достаточно сильно. И пока я еще не знал, что эта милая Портья обернется для меня каким-то детским соус-лайком, что ли, и что в целом этот день будет для меня самым длинным, но все по порядку. Сегодня от Эмили поубегали цыплята, которых она попросила помочь поймать. И знаете, я мог отказать ей, игра предусматривала такой вариант, но конечно же я помог. После этого я полез проверять, как там наши социальные взаимосвязи. И смотрите, у каждого персонажа есть своя биография, вкусы, бонусы от тесного общения и даже наряды. Но это платные DLC, так что это мы оставим. Немножко подформив мрамора, я достроил батарею и побежал в город, чтобы напомнить себе, сколько стоит начальная одежда в магазине. И это оказалось дешевле, чем я думал, так что я обновил себе вещи, при этом продав часть мусора и шар. Кстати, бежал в город я не только из-за одежды, у меня появился квест на странные линзы, так что я отнес парочку из них в лабораторию, и спустя время мне пообещали рассказать, что это такое и что с этим делать. А я же тем временем побежал в пещеру на островке в надежде быстро починить генератор с помощью созданной батареи, но оказалось, что придется самолично лезть в ту самую пещеру. Здешние улитки это, конечно, те еще воины, да и по части уклонения я, как человек немножко знакомый с серией Dark Souls, налегке уклонялся от их слабых атак, даже в силу неудобства деревянного управления. Я постепенно продвигался дальше, пока не увидел реального босса. Да, не зря я упомянул Dark Souls. А мои атаки сносили только по 1% здоровья босса, в то время как он бил меня намного больнее. Но запомнив его атаки, я почти все их избегал, кроме атаки вращением. Она была достаточно быстрой, и порой я банально не успевал. Но вот босс пал, и я включил генератор. И выход из пещеры заблокировался, и мне пришлось идти в обход, где меня поджидал уже новый вид врагов. Крысы, которые били хоть и не сильно больно, но атаки их были довольно резки, и сражаться одновременно даже с двумя из них без получения урона было почти невозможно. Я углублялся в пещеру и начал находить вещи, принадлежащие жителям деревни, под которые у меня не хватало слотов в инвентаре, даже учитывая купленные улучшения. Так что мне приходилось регулярно выбрасывать самые бесполезные и дешевые вещи, так как украденных предметов здесь было довольно много. Но на дальнейшие драки у меня банально не хватало выносливости, и хоть поначалу я еще кушал некоторую еду, что у меня была, но в итоге я решил сдаться. И знаете, оказалось, что здесь даже есть некоторые подобие костров из Dark Souls, только в виде мангалов, где я смог подкрепиться и восстановить стату. Также я заметил, что время в этой пещере останавливалось, так что пропасть тут на несколько дней и пропустить какое-то важное событие, к счастью, не получится. Я собрал около 4 или больше украденных вещей и даже местами находил клады. В итоге продвинулся к сражению со вторым боссом. Но этот принц-крысюк имел очень неудобные тайминги атак, от которых я не успевал уворачиваться. Да и посмотрев, как мало урона я ему наношу и как много наносит он, я решил снова сдаться. Игра казалась доброжелательной к игрокам, так что я был уверен в хорошем исходе, и да, тут был выход на поверхность. Само собой, при всем этом я смогу вернуться назад в любое время, но пока мне нужно улучшить свое оружие и сделать, возможно, бронзовый меч или что-то в этом духе. Сначала я продал весь найденный мною хлам, точнее, очень важные ресурсы, без которых жители деревни явно не могли обойтись. Заглянул в магазин Альберта, где увидел, что можно улучшать свой дом, верстаки и даже покупать курятники, хлевы и все такое. А это значит, что в игре можно будет разводить животных и даже жениться. Конечно, ради рофла я мог бы подойти к тому лысому мужику и сделать ему предложение руки и сердца, от которого он явно не смог бы отказаться. Но мне хотелось как-то немножко вжиться в роль, что ли, и получить от этой игры те эмоции и ту атмосферу, на которые и рассчитывали разработчики. И вечером того же дня я увидел, что создать бронзовый меч я не могу, но зато я могу улучшить мой учебный меч, что я и сделал, сразу прокачав его до статуса улучшенного меча. А потом добавил к нему шипы, которые добыл из морских ежей, и теперь моя атака возрастает, кажется, где-то на 60 единиц урона, плюс различные бафы, которые в процентном эквиваленте выглядят как-то уж слишком хорошо, но так или иначе, этот день уже подошел к своему концу.
Ну что, 1/5 100-дневки почти пройдена. Исследователи открыли чертеж аквариума, а уже через 3 часа в городе пройдет день яркого солнца, где и будут разбрасывать разные подарки. Я пошел выполнять задание про линзы, и Мерлин сказала мне про то, что эти линзы использовались в древнем искусственном интеллекте, но особенного в них ничего нет. Но зато они хотя бы дарят владельцу возможность видеть весь цветовой спектр. Ой, как удобно. Видимо, игра подумала, что у меня Альцгеймер в последней стадии, так что лишний раз напомнила, кому они могут пригодиться. Если вы вдруг забыли, парикмахеру. Санва сначала решил, что я пришел поиздеваться, но я попросил его быть мужиком и хотя бы надеть их. Мужик был вне себя от радости и пообещал в следующий раз меня бесплатно подстричь. К слову, как видите, на площади уже собрались все жители, даже наша Эмили. И тут я увидел, как на жителей буквально сбрасывают подарки. Я уже хотел был пошутить, как здешние капиталисты сбрасывают разные вещи с Алика на кривозубых крестьян, но ведь это подарки от самих жителей деревни. И если вы думаете, что я повелся на такую детскую забаву, то вы не правы. Я бросился на них как сумасшедший, я был готов бежать по головам ради халявного шарфа или куска жареного мяса. На самом деле я шучу. Когда я понял, что здесь падают обычные расходники и прочие мелочи, я решил просто понаблюдать за жителями. Знаете, просто люблю смотреть, когда люди суетятся. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як вони бігають, суетятся. А знаете, кто еще наблюдал? Этот сраный Гаст, то есть Спидвагон. Еще этот его высокомерный взгляд. Здесь одно из двух. Или мы станем злейшими врагами, или же лучшими друзьями. И потом мой взгляд пал на Джинджер. Она была его сестрой и сердечко ёкнуло, а вместе с тем и рождался самый коварный план в истории Портии. По ходу игры я немножко присматривался к здешним обитателям, а точнее к той части населения, которую называют прекрасным полом. И пока все жители собрались здесь, я поделюсь с вами своими планами на долгую и счастливую семейную жизнь в Портии. Боже! Вот Элис, с виду скромная, занимается тем, что продает цветы. Соня, самая первая девушка, которую мы здесь увидели. Выглядит слегка самовлюбленно, но по факту о ней я ничего не знаю. Эмили, девушка-фермер. Так, Пауль, а ну свали отсюда, не мешай мне присматривать себе пассию. Филлис, здешняя медсестра, выглядит довольно симпатично. Петра тоже выглядит неплохо, девушка-ученый, конечно же, Ува и Джинджер. Вы скажете, да кто ты такой, чтобы вот так вот пренебрежительно оценивать представительниц прекрасного пола? Я отвечу просто. Я стиляга, гений, миллиардер, филантроп. Я ведь пожертвовал кусок меди на День Солнца, правда? Да и все мы так или иначе оцениваем людей. Словом, раньше я хотел замутить с Эмили, но Джинджер — это сестра Спидвагона, и я смогу нанести ему неутолимую душевную боль, если буду встречаться с его сестрой. Вот это так план. И воу-воу, да у нас тут любовный сюжет покруче всяких там Дом 2, да? Но да ладно, я поспешу успокоить ваши переживания за этот милый рыжий кусочек пикселей. Она просто мне понравилась больше всех. А когда я немножко погуглил информацию о ней, чтобы быстрее через нее выйти на ее брата Спидвагона, я окончательно убедился в своем выборе. Из текстовой информации я узнал, что у нее слабое здоровье, и из-за этого ей приходится много сидеть дома. Она любит читать книги, слушать истории и общаться с людьми. Вот насчет много сидеть дома мы с ней прям похожи. Правда, она вынуждена, а я... А что я? Я же известный ютубер, вот-вот накоплю себе на машинку Hot Wheels. Словом, все. Отныне виртуальное сердце нашего мачо-мена будет принадлежать только ей. Я решил сбегать в пещеру второй раз, ведь мой меч стал куда сильнее. И действительно, я стал наносить куда больше урона. Иногда. Да, и здоровье с прошлого боя у этого челкастого принца не восстановилось, так что немножко насев на левую кнопку мышки, я его одолел. Подобрал другие потерянные вещи, и черт, я нашел их не все. Я прям всеми силами надеюсь, что в этом сверкающем сундуке будет то, ради чего я сюда пришел. За украденным носком того мужика с площади. Но, увы. Возможно, он просто завалился куда-то за диван. Кстати, о диванах. Этот я украл. Чувствую себя Робин Гудом, который ворует у бедных и отдает самому себе. На выходе меня ждали искатели приключений и удивились тому, что я смог в одиночку пробраться сквозь всю сеть пещер, починить генератор и победить всех крысюков. Чуть позднее я узнал, чтобы открыть доступ в еще одни опасные руины, надо продержаться минуту в бою с любым из этих ребят. И поскольку я был уверен в своих силах, то решил сражаться с маленькой хрупкой девушкой. И я проиграл. Потом сделал еще одну общую фото и вызвал Джинджер на спарринг.
Да, я знаю, что у нее проблемы со здоровьем, но я ведь читал о ней информацию и уже знал, что я буду драться с ее братом. Вот и настал этот час. Спидвагон, я вызываю тебя на бой. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. И я снова проиграл. В этот раз даже не знаю как. Посмотрите, сколько здоровья было у меня, а сколько у него. Немножко подрастроившись, я пошел домой. И свежие новости. Мастерская достигла определенного уровня, и теперь мы можем проводить инспекции, что бы это ни значило. Вечером снова будет собрание на центральной площади, и какой-то дедуля просит сделать ему каменный стол и 2 стула, потому как другие мастерские не берутся за такие маленькие заказы. Ну окей, я возьмусь сразу после того, как попытаю счастья в битве с Ремингтоном, чтобы мне открыли доступ к новым руинам. И его уровень был даже выше, чем у той девочки, но здесь я выстоял. Потом снова помог Эмили с убежавшими цыплятами. Видимо, судьба пытается всеми силами свести нас вместе, но нет. Я сделаю Спидвагона своим братом. И чуть позже я выполнил просьбу дедули и даже сыграл с ним в игру 5 в ряд. И дед чисто меня опустил так легко, что я этого даже не заметил. А потом я случайно нашел место, где проводится инспекция. Игра продолжает радовать новыми механиками, хоть они и до жути простые. Суть инспекции состояла в том, чтобы находить браки в деталях, то есть находить отличия в сравнении 2 образцов, с чем, само собой, я как взрослый человек легко справился. Это ведь не 5 в ряд, там реально надо напрягаться. Ну а остаток дня я решил провести во 2-х руинах, поскольку оплаченный мною абонемент туда был еще действителен. На собрании вечером мэр рассказал о виновниках краж, крысах, и сказал, что в будущем они хотят развить транспортную систему города, построив 5 новых автобусов. И поскольку мастерских в городе тоже 5, то я думаю, что следующим нашим большим заданием будет создание местного тук-тука. А уже под конец дня я забрел в местную таверну, надеясь встретить тут Джинджер. Но здесь и так в принципе было неплохо. Барная стойка, столики, казино. Словом, в этих мини-играх мы могли заработать очки, которые обмениваются на уникальные награды. Я попробовал все, и самым легким испытанием мне показался дартс, где со 2-го раза я выбил максимальный результат. На этой азартной ноте сегодняшний день подошел к концу, и я собирался потратить пару дней на то, чтобы заработать больше золота, улучшить верстаки и прочие мелочи. Блин, ребята, клянусь богом, я хотел начать пропускать дни, чтобы вам не пришлось смотреть 3 или, не знаю, 5-часовое видео про игрушку с мультяшной графикой. Но здесь, блин, каждый день происходит что-то новое, и я сам не заметил, как Портия меня уже затянула. От сжигания времени в ней меня пока спасает только одно. Я достаточно сильно занят в это время года, и на игры, и, соответственно, канал остается намного меньше времени. В общем, Пресли сказал про то, что в гильдию торговцев уже поступил заказ на изготовление автомобилей, а в ящике рядом с домом я забрал награду от вчерашней проверки вещей на брак. И тут награды в принципе еще ничего, в крайнем случае можно все это добро отнести в ломбард. Сегодня я хотел найти дом, где живет Джинджер, чтобы почаще общаться. Я знал, что она дочь мэра, поэтому в принципе искал ее я недолго. Подарил ей книжку, думая, что она любит читать, но увы, а после дважды сразился с ее братом в поединке, чтобы приобрести немножко ее расположения. Взял заказ на машину и проверил еще одну партию товара. Сегодня это сделать уже было сложнее, и я, грубо говоря, кликал наугад. Узнал, что моя мастерская уже на 3-м месте в рейтинге города, и это очень хорошо. Посмотрел, что для улучшения тук-тука, вернее бип-бипа, мне нужен верстак 2-го уровня, и я побежал узнать, сколько стоит это улучшение. Денег у меня хватало, а вот деревянных досок нет, поэтому сразу после сдачи новой партии дисков с данными в исследовательский центр, а вернее еще до этого, я включил пилораму, чтобы доски начали производиться. А сам, вспомнив, что на День рыбака я смог неплохо так заработать на продаже рыбы, решил это дело повторить и проверить. Возможно, только на День рыбака рыба приносит такой доход. И я купил червей на ферме и побежал ловить рыбку почти до самой ночи, и закончились эти сутки встречей с Джинджер.
За хорошую работу проверяющего мне дали игрушечного робота, который немножко повышал статистику. Я побежал в гильдию торговцев, чтобы глянуть, на чем можно заработать лишнего золота, и увидел, что объявления на создание машин еще висят. То есть, получается, если бы мой верстак уже был улучшен, а в сундуках заранее лежали заготовленные материалы, то я бы смог выполнить несколько заданий и обойти конкурентов. Если так, то это круто. Жаль, что я ничего не продумал наперед, так как меня просто разрывает от одного занятия ко второму, и я не успеваю, да просто не могу сосредоточиться на чем-то одном, потому что здесь слишком много всего. Я продал всю рыбу и прочие безделушки, и вы только посмотрите, неплохо так. Я даже решил прикупить лишний комплект модернизации, а после заглянул поболтать и подарил топаз в подарок. Эмили я тоже подарил топаз, и она обрадовалась такому подарку намного сильнее, раза эдак в 4 сильнее. Но не переживайте, я подарил его потому, что друзей заводить тоже нужно, и мне кажется, из нее получится отличный помощник в мастерской, если так, конечно, можно будет сделать. Вещи для заданий производились, но их все еще не хватало, так что я опять побежал рыбачить и поднял еще немножко денег. Казалось бы, вполне обычный день, который можно бы и пропустить, но ко мне пришли коллекторы, которые сказали, что наш отец оставил после себя долг в размере 50 тысяч гольдов, и у меня есть неделя, чтобы заработать эти деньги. Да, батя-то хорош, хотя сразу я не обратил внимания на их имена, которые раньше уже всплывали, а также тот факт, что нет, ну вы просто посмотрите на их лица, с ними явно что-то не так. Я побежал к мэру разбираться, что происходит, и он сказал, что агентство коллекторов в порте действительно существует, и что мне стоит направить их к мэру, а тот уже как-нибудь подсобит, ведь мы много сделали для города. Еще он посоветовал поговорить с Мартой, так как та уже сталкивалась с коллекторами, и она сказала, что нам стоит поговорить с Айзеком, что коллекторы здесь довольно доброжелательные, и с ними можно договориться. Эх, вот это Портия, не город, а райское место. Словом, я ответил ей, что ко мне приходил не Айзек, и в ответ услышал, что он должен быть единственным представителем агентства, так что стоит обратиться именно к нему. Ну и Айзек — это тот дедуля, которому мы строили стулья и стол для игры в шашки, так что разберемся. Он расставил все по своим местам, сказал, что у отца никогда не было долгов, и эти агенты Х и Т — это Хас и Тас, которых, к слову, и подозревали раньше в воровстве. Но эти два полудурка просто пытаются быть бандитами, но это, цитирую, всего лишь парочка дебилов, а дед хорош. Словом, он посоветовал просто проигнорировать их или же обратиться к нашим рейнджерам. Попутно я взял задание на создание фоторамок, поговорил с Арло, и тот сказал, что придет ко мне через неделю и поможет с ними разобраться. А вот я наконец-то улучшил верстак до 2 уровня. Сдал прошлое задание гильдии, купил букет цветов и подарил их Джинджер. В создании предметов появилось много новых рецептов, вот только для выполнения поручения гильдии ресурсов не хватало, и пришлось заняться истреблением ни в чем не повинных лам. После тем же вечером я начал делать автобус, скрафтил колеса, кресла и лобовое стекло, нашел тайничок, а потом, за неимением нужных ресурсов, лег спать. Сегодня я закончил строить автобус, жаль только, что прокатиться на нем было нельзя. Сразу же сдал задание, но следующее брать не спешил, чтобы улучшить свою ферму до того времени. Параллельно я помог бабуле с фермы, найдя ее корзинку, которую школьники забросили на крышу. Сразу же закупился у нее наживкой, сделал емкость для воды по поручению той же бабули с фермы и немного половил рыбы перед тем, как пойти спать. Сегодня я выполнил взятое поручение гильдии, и стоит сказать, что вместе с повышением уровня мастерской повысилась и сложность поручений, хотя более легкие задания тоже проскакивают. Потом я заплатил 200 монет за самые первые руины, еще 20 монет сверху, чтобы обновить их содержимое, и чисто целый день я добывал медь, а вместе с ней и олово. Как видите, больше 500 единиц медной руды, и я оказался полностью без сил. Я решил взять еще одно задание на постройку автобуса, поскольку, что греха таить, за них довольно много платят. Плюс у меня в сундуке оставался еще один маленький двигатель для его создания. И вуаля! Остаток дня я потратил на рыбалку, так как все равно станки в мастерской сейчас заняты. Я пока думаю над тем, чтобы построить еще больше плавилен, но как-то не хочется и засорять ими территорию. В таком же темпе закончился и 27-й день.
Оказалось, что уже прошла неделя, и эти два недоколлектора пришли сбивать деньги. Я бы мог ответить, что их деньги сейчас кто-то принесет, и этим кем-то был бы Арло, который навалял бы им, но я решил принять бой в одиночку. И естественно, это был бой 2 на 1, но я такого не ожидал и в целом держался нормально, но бой был на время, и я буквально немножко не успел, поэтому игра решила, что я проиграл. Но вот Арло было на это все равно, и увидя его, наши два грозных воина решили убежать. Так и проходили дни, я выполнял мелкие поручения, встретил загадочного торговца, у которого выменял 2 двигателя в обмен на запчасти, а еще купил большой сундук для вещей. Кстати, у него же продавались кольца для заключения брака. Да, здесь реально есть и такое. На следующий день мне сломали ящик, оставив письмо, где назвали меня паскудой и предложили свалить с этого города. Я починил ящик и достал оттуда письмо с наградой. Оказывается, рейтинг мастерских обновлялся не каждый год, а каждый месяц, и в этом я занял 2 место. За это мне подарили диски с данными, 7000 золотых монет и бесплатный лутбокс, откуда выпал табурет. Кстати, я надеюсь, вы уже оценили мою новую броню. К слову, я ведь продолжал фармить золото с помощью рыбалки и выловил кольцо с гравировкой, где указывались светлые волосы его обладателя. Но это была не Эмили с фермы, а других светловолосых людей я пока что не встречал. Зато пожаловался Арло о том, что мне кто-то угрожает, и он пообещал этим заняться. И, между прочим, уже идет 2-й день лета. И вот, наконец-таки, спустя 30 дней жизни в Портии, я начну пропускать время, так как заказы становятся однотипными, и в то время, когда я не буду двигаться по главной квестовой линии, все мои рассказы повторялись бы. Но сегодня я узнал, что это кольцо принадлежит мэру, и хоть я решил пока не выполнять главную сюжетную линию, игра сама меня заставила в итоге прийти к нему. Это кольцо принадлежало его жене, и мэр не мог его найти, а после он сразу же выдал мне задание построить остановки по всей Портии для будущей транспортной системы. Вот только я пока не знал, насколько они затратны в ресурсах, и спешу сказать, что я все-таки решил двигаться по главной сюжетной линии, не тратя времени на строительство станков, которые мне не будут нужны по сюжету, а все для того, чтобы успеть за эти 100 дней сделать как можно больше. Петра попросила пару дисков с данными взамен на рецепт остановок, и поскольку их расшифровка займет несколько дней, то у меня есть свободное время как раз для этих самых побочек, гринда и всего в таком духе. Я помог бабульке Софи отнести молоко 3 жителям города, а Диту, с которым я особо не общаюсь, деду Айзеку и одному из братьев. К концу дня я увидел задание у другого брата этого же семейства, но для него мне нужна была простая кухонная плита, и пока я ее построил и вернулся взять квест, этот гад буквально моментально лег спать. Там, та-тарам-тара-там. Та-та-ра-та-ра-там, тра-та-та-ра-та-ра-там, та-та. Зеленый снорик наш оркестр пришел, зеленый снорик. И, наконец-то, мне пришло задание от Джинджер. Это поможет побыстрее подружиться и все такое. Но пока поставим схему автобусной остановки, и по ресурсам она довольно затратна. Деревянные доски, ткань, бронзовые плиты и трубы. Резать плиты придется достаточно долго, так как у меня нет заготовленного запаса. Черт, возможно, придется построить еще плавильню другую, чтобы ускорить процесс фарма слитков. Ведь пока как раз этих самых плит мне и не хватает. В любом случае, это затяжное занятие я буду выполнять на фоне, а пока все же попробуем приготовить рыбное рагу. Черви уже закуплены, так что я пошел на рыбалку за рыбой, а вот после я наконец-то приобрел нового, нет, не друга, а товарища. Мир труд май, как говорится, хотя сейчас уже лето на дворе, я докупил на ферме нужные мне для блюда ингредиенты, причем сразу в оптовом количестве. Но в итоге все равно ушел в плюс, так как рыбу я ловил вчера очень долго. Во время беготни, к слову, я добыл топазов при разламывании камней, поэтому я побежал к Джинджер сдавать задание. Казалось бы, можно было пропустить этот побочный квест, но это было непростое задание. Она поделилась частью своей биографии и сказала, что у нее проблемы со здоровьем, поэтому она не может выходить на улицу достаточно часто, и поэтому ей придется просить остальных о помощи с добычей ресурсов для своих поделок, которые она делает в свободное время. У меня была возможность отказаться от денег, что я и решил сделать, но она все равно заплатила. Ну, а после я еще и букет ей подарил, жаль, что это только +1 к отношениям.
Time to cook, леди и джентльмены. Стоит сказать, что первую порцию еды я сжег. Я думал, что надо дождаться эту стадию готовки, но оказалось, что надо успеть за это время забросить в кастрюлю все ингредиенты. Надо посмотреть в будущем, сколько стоит эта похлебка, ведь возможно это еще один способ заработать лишних шекелей. Кстати, я решил попробовать свою стряпню, как-никак блюдо, которое стоит целую монету и восстанавливает целую единицу выносливости, явно того стоит. Спасибо разработчикам, что решили не озвучивать сей процесс. Дава был приятно удивлен моему кулинарному шедевру, а по приходу домой я заметил, что уже второй ящик сломан. Но в этот раз рядом была кошка, которая явно хотела мне что-то показать. И уже завтра я пойду за ней. И время в порте летит, конечно, чертовски быстро, и внутри я снова увидел этих двоих дебилов. Само собой, это снова был бой 2 на 1, но здесь мы сражались без таймера, и они отображались как рядовые мобы, из-за чего я подумал, что эта драка не на жизнь, а на смерть. Но, само собой, нет. Я поддал им трепки, и они убежали. И следующим делом, где потребовалась моя помощь, стал поиск пропавшего щенка. Девочка попросила найти его, и пса звали попрошайчиком. Да, прямо как меня, когда я призываю ставить лайки и подписываться на канал. Вы ведь это сделали? Кстати, как вам новый стиль? Наконец-то я смог скрафтить более-менее нормальные солнечные очки, которые были достаточно большими, чтобы скрыть мое виртуальное уродство. И очки настолько повысили мою социальную значимость, что мэр дал мне новое задание – построить вывеску и освещение для пещеры, где в будущем они хотят сделать аттракцион. А потом я забежал к Джинджер, и я уж чуть не заревновал, но с ней был доктор, что, учитывая ее слабое здоровье, вполне объяснимо. И щенка я отыскал только к вечеру следующего дня. Он забежал в заброшенный район, где обитали только враждебные мобы. А что самое важное при спасении? Правильно, чуток подфармить ресурсов. А вот сам пес убежал, как только я с ним заговорил. По возвращению в город девочка сказала, что его нужно угостить кормом, чтобы он пошел за мной. И хрен его знает, как готовить этот корм. Я побежал на ферму в надежде купить его там, и по пути взял еще одно задание от бабули. Но корма тут не было, и оказалось, что приготавливается он в блендере, который я открыл дней 20 назад, но так и не построил. А вот бабуля по квесту попросила нас узнать, почему эта Марта не присылает ей заказанные блюда, и угадайте, на кого в итоге все спихнули. Теперь мне нужно еще и приготовить порции 8 какого-то блюда, а перед этим собрать для него ингредиенты. А хотите, я покажу вам, как за секунду снова стать бомжом? Но меня радовало событие, которое вот-вот должно начаться в городе. Это будет бойцовский турнир Портии. И судя по не очень высокому количеству видео по этой игре, главное правило бойцовского клуба Портии — это не упоминать бойцовский клуб Портии. Так или иначе, запись на турнир начнется аж в среду, а сегодня только понедельник. Самое время, чтобы разобраться хотя бы с блендером и собачьим кормом. И блендер я сделал, но перед этим пришлось узнать, где можно достать ингредиенты для лезвия к нему. Они добывались из диких летучих мышей, но здесь эти штуки называются пандамыши. В придачу мне пришлось закупиться тестом для этого дела, что я, как обычно, сделал с запасом. И пес действительно побежал за мной, и его хозяйка была действительно этому рада. Да ты чё? Как видите, сегодня уже вторник, и на фоне я усердно плавил слитки меди и бронзы, а также обрабатывал прочные деревянные доски, чтобы наконец-таки смочь сделать 3 автобусных остановки. Угадайте, сколько денег мне заплатил мэр за все эти остановки, над которыми я пыхтел больше 3 игровых дней. Целых 100 монет. А я настолько добрый и незлопамятный человек, что подарил этому ублюдку топаз. Ну а что, пусть радуется. Ведь самое главное, что теперь мы открыли быстрое перемещение между всеми этими остановками. Новое письмо от мэра города. Не успел я остановки доделать, которые по ресурсам были довольно затратны, как мне предложили заглянуть в мэрию касательно постройки городских фонарей. Но на карте я увидел, что кто-то нуждается в помощи, и это был еще один фермер, попросивший меня починить конюшню. Задание выполнилось молниеносно, так как по стечению обстоятельств у меня были все ресурсы для его выполнения. За это я, к слову, получил 2 теленка, что, признаться, вызвало сильное удивление. Жаль, что пока держать их негде.
сроки, но надеюсь, что за эти 100 дней я успею построить для них сарай. А позже я решил закупиться продуктами для выполнения задания по приготовлению какой-то бурды, для которой требовалось молоко, яйца и, цитирую, какой-нибудь фрукт. Ну и я так и сделал. Вкинул в кастрюлю сначала молоко, потом яйцо и какой-то фрукт, который только что купил. И что бы вы думали? И поскольку я ответственный мастер своего дела и дорожу своей репутацией, я решил забить на это задание и продолжить заниматься другими делами. Поскольку сегодня среда, то можно записаться на бойцовский турнир. Вот там-то я покажу все свое мастерство. А позже я сделал баннер для пещеры, которую мэр хотел превратить в аттракцион, заполнил станки ресурсами и принялся за выполнение заданий по постройке фонарей. Правда, это слегка затянулось, из-за чего отошло на задний план. А вот в четверг Дава попросил уладить проблемы на его лесной ферме, а Макдональд сказал, что теперь сдает в аренду ездовых животных. Но денег лишних не бывает, так что я продолжил свои рутинные дела. What is going on here? I told you it's been polluted. How? Что-то засоряло реку, от которой питалась вся водопроводная система Портии, и все ключевые специалисты города были брошены на решение этой проблемы. А я пока ставил уличные фонари ради собственной наживы, а потом побежал в заброшенные руины, не в шахту, а в реальные руины, собирать дикие растения для производства лекарства. И заметил тут какую-то деталь, правда пока я не могу с ней никак взаимодействовать. Но что-то мне подсказывает, что в будущем мы построим какого-то мегазорда или другую лютую дичь, а так как после коллекторов, избиения жителей для того, чтобы подружиться с ними, от Портии я готов ожидать чего угодно. А в пятницу наконец-то начался турнир. В нем участвовало 8 участников, среди которых гламурный боец Соня, подозрительный мужик, которому только усов и не хватает, рейнджер Арло, чем-то похожий на меня в жизни, такой же разочаровавшийся в мире взгляд, братья Ува и Дава, наконец-то хоть один усатый мужик Марс и я. В компании с бодибилдером Паулем, который торгует мебелью. А ведь это только отборочный тур, и, видимо, меня он и скрутит в очередную табуретку или что-то в этом духе. Плюс здесь можно было делать ставки на победителя и за правильный выбор получать уникальные бойцовские жетоны для покупки разных плюшек. Сразу же я поставил на себя, большой шкаф громко падает, главное, чтобы он не упал на меня. Потом поставил на Даву, он как-никак выглядит поздоровее. Затем на Арло, ведь этот парень зарабатывает, следя за порядком, а не кушая пельмени. Ну и в конце концов на хитрого Альберта, как-никак он единственный, кто будет драться с девушкой. И первыми дрались как раз эти двое. Я бы сказал, что бой шел на равных, и Соня задала ему трепки. Можете пробовать на Ну-ка, кошелек! Но Альберт такой... Я поймал много! Что дальше? Что дальше? Хрупкая женщина! Вообще бои проходили в пару раундов, но даже при условии одинаковых уровней Альберт показал себя напористее. Первая ставка сыграла, и дальше дрались Арло и Ува. И... ставка сыграла, и после Дава навалял усатому по ему усам, а это значит, что третий исход боя я тоже угадал. И вот мой бой был последним. Мы вышли на арену, и хоть Пауль был поопытнее, Куки-кликер из нас двоих играл только я, поэтому у него не было даже шанса. Потом я сделал ставки на завтрашний второй тур, поставил на себя и на Арло. Тут долго можно не думать, так как исход и так очевиден. Знаете, пожалуй, это единственный букмекер, которого я могу обыграть. Хотя, как бы там не было такого, что я начну говорить... И, само собой, за правильное угадывание мне дали бойцовские значки, и я лег спать, предвкушая завтрашние бои. Первыми сегодня дрались Альберт и Арло, и у Альберта был явный талант, потому что так быстро проигрывать нужно еще постараться. Я не могу! Моя драка с Давой прошла тоже довольно предсказуемо. Никогда не любил его песни, а вот финальный бой, который начинался в тот же день, меня очень удивил. Я заглянул своему персонажу прямо в душу, но увидел лишь пустой взгляд. Этот бой был очень тяжелым. Если раньше мои серии атак прерывали атаки противника, то с Арло такое не проходило, а урон у его ударов был еще страшнее. И в первом раунде я отлетел сразу же, а вот второй еще немножко продержался. К моему удивлению, был еще и третий, но там меня только еще сильнее унизили. Так что последняя моя ставка на себя же все же не сыграла. И...
На следующий день после турнира я начал делать циркулярную пилу, для которой нужны были микросхемы, слитки и другие детали, но вдаваться в это будет лишним, так как любой рецепт деталей сводится к фарму, переработке, крафту и потом уже в конце к сборке. Мы, пожалуй, ограничимся только последним. Закончил работу я в тот же день, и с ее помощью смогу нарезать более прочное дерево и слитки на пластины, а после я смог улучшить свой топор и, по-моему, теперь я смогу валить даже самые большие деревья. И посмотрите еще раз на это существо. Было бы просто супер, если бы с остальными жителями можно было так же легко подружиться. Этот парень радовался даже простому куску сырого мяса. А немного погодя, вывеска для пещеры с привидениями была готова. Теперь, как мне кажется, совсем скоро она откроется, и мы сможем ее посетить. Забавно лишь одно, что прошлый раз за довольно сложное задание мэр заплатил мне какие-то копейки, зато сейчас целых 8000. Не то чтобы мне это не нравилось, но видимо в прошлый раз моя зарплата была распилена местным правительством. 44-й день, вуаля, пещера открыта, как я и говорил. Я обязательно туда схожу, но пока надо бы навестить нашу подругу, тем более, что это уже стало регулярным ритуалом, который я повторял каждый день. И тем временем в исследовательском центре мне посоветовали способ, как прогнать пандамышей, которые мешали владельцам лесной фермы. Вместо того, чтобы просто пойти покрошить их на кусочки, Петра предложила спугнуть их громким звуком. Видите ли, мыши боятся сильного шума. На выбор давалось два варианта для постройки. Первый полегче и второй посложнее. Я выбрал первый, что уж греха таить. Я не думаю, что в таком маленьком поручении будет скрываться что-то секретное или маломальски интересное. И угадайте, что любят медведи сильнее, чем сырое мясо, ягоды, мед. А как насчет королевского меда? После такого батя-медведь готов был меня расцеловать. Ведь если отношения с Джинджер растут только по 1-2 пункта, то здесь аж на целых 12. С таким темпом я скорее поженюсь на этом медведе в халате, чем на Джинджер. Но давайте пока упустим все эти личные темы, все же это не пусть говорят. Я побежал в пещеру с привидениями, которую мэр превратил в отстойный аттракцион. Задача была как можно скорее ее пройти, при этом слева сверху видно счетчик активированных и пропущенных ловушек. И хрен его знает, хорошо это или плохо, но за каждого призрака нам давались жетоны, так что, скорее всего, это хорошо. Но в целом, если честно, развлечение так себе. Скажу вам честно, уже давненько я хочу расширить свои владения. Не в плане территорий, а в плане построек. И именно поэтому я продавал излишек ресурсов. Но перед этим завершил постройку печи, еще мощнее, чем предыдущие. А для постройки здания мне нужны были веревки. Немножко покопавшись в интернете, я увидел, что делаются они из хлопка, поэтому я побежал на ферму и купил там, нет, к сожалению, не хлопок, а только его семена. Но в итоге эта проблема все же разрешилась. У продавца одежды продавался уже готовый хлопок, и я скупил его весь. А уже поздним вечером, уже после того, как исследовательский центр прислал мне чертеж, сделал громкоговоритель и побежал к лесорубам. А Адит сказал, что по словам церкви технологии лучше не использовать, так как они приведут к плохим последствиям. Но Дава поддержал мое решение, и мы врубили звук на полную. Бросила меня девчонка Лия и сказала то, что я мудак. Изящное решение проблемы, я считаю. Правда, после ребята подкинули еще работы и попросили сделать что-то вроде оросительной системы. Но пока в исследовательском центре только начинаются работы по расшифровке дисков с данными, а значит, я могу побежать починить лифт рядом с речкой. Я уже точно не помню, связана ли эта работа с решением вопроса загрязнения реки, но до финала тут еще далеко. Хоть сам каркас я и починил, но нужно сделать еще очень много работы. А вот, наконец-таки, я построил птичник. Сразу же купил цыплят и утенков, хотя поместились здесь не все. Вот только я не совсем понял, чем их кормить, так как на ферме корм не продавался. И только день спустя до меня дошло, что можно взаимодействовать с кормушкой, и эти птицы едят, ну, практически все. А вот что мне нужно будет сделать для спасения леса: водяное колесо, насос и хранилище для воды. Сразу видно, что работка не из легких, а на мне ведь еще висит задание с починкой лифта. Я решил гулять так гулять и выкинул последние 10 монет, накопленных потом и гриндом, и вы только посмотрите, как теперь выглядит наш дом. Обои, конечно, не помешало бы переклеить, да и в целом пока интерьер похож на какую-то блатную тюремную камеру, но в будущем, я думаю, мы все это поправим. Для постройки механизма лифта мне требовались электронные платы, которых у меня не было, и добывались они в месте, где я еще ни разу не был, в опасных руинах на заброшенной водопроводной станции. И в этот раз это не были простые пещеры с гриндом, это был...
Паркур! Да, я знаю, что я уже использовал этот прикол в прошлой 100-дневке по Форесту, но при виде таких фриран-треков ничего другого в голову не приходит. Проще говоря, в этот раз это были данжи со случайной генерацией комнат. И спешу расстроить, сами комнаты безбожно повторялись, менялась только их последовательность. Сначала был паркур с сундуками, потом зачистка маленького коридора от мобов, уровень в стиле Индианы Джонса, главной фишкой которого были огромные валуны, и... Ходьба! И в финале, после еще 2-3 таких локаций, меня ждал финальный босс. И драка с ним хоть и не была трудной ввиду количества моего здоровья и стамины, но уворачиваться здесь было не так уж и просто, учитывая особенности, кривизну местной боевки, а босс атаковал и ближними атаками, и стрелял даже дальними из своего пылесоса. Но конечно это ему не помогло, а лута вывалилось столько, что пришлось выбрасывать из инвентаря лишние вещи. Я только что поймал себя на мысли о том, что я немножко увлекся. Мы еще не дошли до половины 100-дневки, а видео идет уже, ну вы поняли. Так что надо немножко ускориться и показывать вам только самые важные вещи. А в этой игре этими вещами будут уникальные события, праздники, развитие сюжетной ветки и улучшение моей мастерской до невиданного уровня. А саму добычу и переработку ресурсов я буду вырезать, потому что эта самая переработка, она просто-напросто не прекращается ни на минуту. Практически все верстаки в игре работают круглосуточно, и даже так почти не удается накопить большое количество ресурсов. Уж больно быстро они расходятся. Поэтому я погладил буквально каждого цыпленка, откормленные они растут сравнительно быстро, и я думаю, что уже через 1-2 недели их можно будет продать, или... Доделав механизм управления лифтом, я наконец-то его установил и закончил ремонт. Теперь можно было подниматься на возвышенное плато. Тут был огромный заброшенный завод, куда и повело меня любопытство. Но внутри, к сожалению, не было вообще ничего интересного. Судя по тому, что тут ни дверей, ни проходов, мне кажется, что это будет будущей ареной для боя с боссом. Ну или мы просто упадем в эту большую яму. Арла поблагодарил меня за работу, неплохо так поблагодарил, и сказал, что мы разберемся, что же именно так загрязняет реку. Буквально на следующий же день мне пришло письмо от рейнджеров, содержимое которого рассказывало, что водопад загрязнен из-за поломки старой трубы в большом здании над водопадом, и скорее всего это именно то здание, куда я и заглядывал. И для его починки понадобятся некоторые ресурсы, которых пока у меня нет. Но этим я займусь потом, а пока я создал более продвинутый кожевной станок, восстановил первую древнюю реликвию, части которой иногда можно найти в потерянных руинах. И следующая работа, которую я сделал, мозолила мне глаза на карте уже очень давно. Это были еще 3 остановки для быстрого перемещения по карте, за которые мне уже не заплатит никто. Но все же эти остановки сэкономят мне кучу времени. И на носу был фестиваль охоты на призраков, и как раз перед его началом я закончил делать водяной насос для спасения лесной фермы. А вот для водяного колеса нужно уже совсем другое оборудование при сборке, и для этого придется расширять ферму. Я решил потратиться на обновки. В начале фестиваля нам рассказали древнюю историю того, как такое печальное событие, как гибель выживших давным-давно, стало местным праздником. И история была да нельзя простой. Лидер группы решил, что этот день должен быть днем надежды, а не днем скорби. Вот и все. После минуты молчания началась охота на призраков. По городу в случайных местах появлялись призрачные значки, и некоторые жители, и я в том числе, должны собрать как можно больше значков за отведенное время. И это дело усложнялось тем, что жители могли перестреливаться, выбивая из нас один из значков. То же самое делали и привидения, которые имели привычку выскакивать из неожиданных мест. И, признаюсь, я сам был очень удивлен, но мне повезло, и я одержал победу в этом соревновании. Я заметил, что жители массово бегут к берегу моря, и понял, что сегодняшнее событие еще не закончено. Все они собирались у водной глади и начали пускать небесные фонарики в знак памяти погибшим. Я тоже к ним присоединился. В местном кафе-ресторане собралась элита гламура и стиля. Соня, Антуан, который считал себя Антуанессой, и вот кого-кого, а Эмили в этой тусовке я увидеть не ожидал. И эта банда гениев собиралась создать суперкрем «Лисья защита» и стать богатыми. Они попросили меня помочь, создать для них блендер, чем я чуть позднее и займусь. А сейчас максимально неожиданное действие. Наконец-то мы подружились с Джинджер, и судя по всему, со всей ее семьей тоже. И знаете, а это можно
можно будет использовать в свою пользу. Стоит развивать отношения и с другими членами ее семьи, чтобы побыстрее подружиться. И тут для нас открылся новый вид активности. Я пригласил ее погулять на завтрашний вечер, а потом начал избивать ее родственников, чтобы мы с ней стали еще чуть ближе. Отнес блендер заказчице, и как все-таки было приятно, когда на почту пришел подарок от Джинджер, сделанный ее собственными руками. Но еще приятнее то, что после меня наградили за второе место среди мастерских кучей монет и другими плюшками. И тут же у мэра Гейла возникла проблема. Он хотел подарить книжку своей дочери, но эта книга есть только у загадочного торговца, который хотел за нее не денег, а маску из пандамышей. И это было еще лучше, так как маска делалась из дешевых ресурсов, и задание сразу же было выполнено. К слову, у торговца было еще много разных вещей, но пока для этого слишком рано. Батя, нормально? Now I can't wash my brush. Событие, в котором мы узнаем спидвагона немножко лучше и помогаем ему набрать воды в ведро, потому что свинья ее выпила. Мне интересно, все эти второстепенные события к чему-то ведут, или они тут просто для разнообразия и никакого развития дальше не будет? И тут я уже испугался, что опаздываю на свидание. Искал повсюду Джинджер, но оказалось, что это я пришел слишком рано. Мы сели под деревом желаний и начали общаться. Я засыпал ее комплиментами. Тебе так неожиданно и приятно. Она рассказывала истории, все было романтично, но... Если бы не ее братец Спидвагон. Пока мы перебирались от активности к другой, он все время ходил следом, и недолгая дорога привела нас на качели, в которых, как вы помните, у меня был некий навык. Суть была в том, чтобы качаться в одном ритме с ней, но... Это явно не мое. Затем я решил сходить с ней в ресторан, но почему-то пункта взаимодействия не появлялось. И я так и пробегал 1,5 игровых часа туда-сюда. Позднее я попробовал заказать еду, подбирая ее по вкусу своей спутницы, и в итоге сам все сожрал. Хрен знает, как это работает. Остаток встречи я бегал, пытаясь запустить события то у столика, то у игровых активностей, но в итоге время свидания подошло к концу. Ну что ж, для первого раза пойдет. Но улучшать наши отношения нужно, даже если придется избивать ее родственников для этого каждый игровой день. Вскоре я улучшил платформу для сборки, и вы только посмотрите, какая она большая. Складывается ощущение, что я буду здесь строить какие-то космические корабли, а в остальном дни пролетали незаметно, и мой типичный день выглядел приблизительно вот так. Утром после пробуждения тусую с цыпочками... Затем бегу в город искать членов семьи Джинджер. Я уже знал, чем каждый из них занимается с утра, и деду, который уделывал меня в драке только так, я просто дарил подарок и общался с ним, так как он был слишком силен. Гаст, точнее Спидвагон, обычно работал в инженерной лавке, но видимо потому, что сегодня суббота, он был дома. По пути я встретил мэра, подарил ему топаз, который дарил всем. Это сравнительно доступный ресурс, и нравится он всем, кроме Джинджер. Для нее все подарки, которые я мог найти, давали только +1 к отношениям, поэтому я особо не заморачивался и дарил ей ракушки из улиток, ведь если так можно, то смысл платить больше. Хоть с мэром я драться не мог, видимо здешняя власть защищена какими-то законами Всевышнего, а вот Спидвагону то и дело доставалось. А после такого обряда я бежал долбить камни, из которых иногда выпадали топазы, и разваливал крабов-улиток ради порции ракушек. А вот эти два парня мне очень нравились, так как в подарках они были совсем непереборчивы. Батя-медведь обожал королевский мед, который падал при рубке больших деревьев, а его сын по какой-то линии был вполне доволен сырому куску мяса, как и пес, которого я спас. И больше ни с кем из жителей отношений я пока не выстраивал, потому что это заберет очень много времени. И поскольку платформа была улучшена, то я начал сборку водяного колеса. Начал и закончил в тот же день, после чего восстановил забор воды из реки, но это еще было не все. Сегодня я решил украсть минутку вашего внимания, потому что некоторые цыплята выросли, и в графе роста у них было значение выше 100%. Наверное, куры здесь могут нести яйца, но я все же решил их продать. И 500 монет за одну курицу — это в принципе не так уж и плохо. И позднее я решил заглянуть к служителям церкви и купить у них большую катку и семена кристального дерева. Посмотрим, какой урожай оно будет давать и какую прибыль я смогу из этого извлечь. А вот еще одна встреча с Джинджер.
Активности в виде дартса и стрельбы по шарикам заработали, а вот поужинать почему-то все еще было нельзя. Только позднее я понял, что активности доступны только в определенное время, и из-за того, что Джинджер может выходить из дома только под вечер, мы банально не успеваем опробовать все активности, но зато в этот раз я смог одолеть эти сраные качели. Сегодня начинались скачки, и если во время бойцовского турнира в письме было написано «Зарегистрируйтесь заранее», то тут запись была прямо перед заездом. Сразу я подумал, что нужно купить лошадь для участия, ведь мой противник уже на нее сел, но надо было просто зайти в зону старта. И если не смотреть на графику, то скачки здесь были поэкшонистее скачек из Ведьмака 3, хотя и не такими веселыми. Вот увидишь, я тебя... Эх, сука! За день можно было отыграть 2 или 3 забега, и по пути появлялись предметы. Перец ускорял лошадь, а латук восстанавливал выносливость. И первый забег я собирал все подряд, и под конец гонки эти предметы закончились, и я едва успел прибежать первым. А вот во второй раз подбирал предметы только тогда, когда это было действительно необходимо. Еще я заметил, что на карте 2 метки для скачек, и на следующий день собрался пойти на вторую. Конечно же, после гулянки с Эмили, которую не я пригласил, а которая пригласила меня. Я согласен, прям любовный треугольник. Был бы, если бы я не определился со своим выбором. И второе место забега, куда я, кстати, не успел вовремя, было какими-то рейтинговыми скачками на время, и тут уже гонка напоминала сюр, а не забег на лошади. И тем не менее, я занял первое место среди самого себя и поставил рекорд. К вечеру сегодняшнего дня Джинджер уже считалась подругой, и открылась возможность подарить ей плетеное сердце. Я купил его еще неделю назад, и все оказалось так просто. Я был рад, что успел сделать хотя бы это за 100-дневку, а вот до свадьбы, видимо, дело дойти не успеет. Не знаю, какой в этом прок, еще этот спидвагон всюду ходил за ней, и я ни с того ни с сего решил напомнить ему, что такое безумие. Потом я сделал себе новую удочку, которая по эффективности была раза в 2 лучше. Эх, не успел завести девушку, как от меня уже что-то хотят. Но на самом деле это были просто мои предрассудки. Джинджер хотела погулять по пляжу, но сказала, что Гаст, то есть спидвагон, ее не отпустит, ну и я пошел с ним говорить. Паренек сказал, что я не смогу ее защитить, на что получил аргументированный ответ в виде вертушки. До прогулки у меня был свободный целый день, в который пришлось заняться расследованием, опять же, как в Ведьмаке. Зараза. Арло попросил помочь расследовать какое-то дело, и на, так сказать, месте преступления были следы и клочок меха альпаки. Мы двинулись по следу, нашли слизь божьей коровки, значит, что-то напало и на них. И в итоге расследование привело нас к водопаду и рыбам с ногами. Такого в своей жизни я еще не видел. Мы раскидали их, и задание подошло к концу. На носу был кулинарный конкурс Портии, но это, пожалуй, первое событие, в котором я не хочу особо участвовать и не расстроюсь его исходом, потому что повар из меня тот еще. На следующий вечер я побежал на пляж, прям к гавани, ждал Джинджер, ведь так было написано в задании, но пришлось, возвращаться, потому что метка стояла совершенно в другом месте. It's so calming here. The smell of salt, the sound of waves. The hint of life everywhere. Thank you for bringing me here. Сегодня Джинджер снова попросила о помощи. Сказала, что ее брат готовится к соревнованию архитекторов и скоро поедет в другой город. И неужели правда спидвагон покинет этот город? С одной стороны, это облегчение, он не будет повсюду таскаться за нами на прогулках. Но с другой, я теряю такого достойного противника. Все же я помог ей моментально, ресурсов в карманах для этого хватало. А после еще и мэр упомянул об этом конкурсе, и я почти уверен, что этот рыжий парень покинет наш город. Надеюсь, не навсегда, иначе кого мне потом пинать каждый день, чтобы сближаться с Джинджер? Для задания мэра мне понадобились материалы, которые уже у меня были. Единственное, пришлось вернуться домой и забрать их.
Гейл сказал, что ему бы хотелось, чтобы сын занял его место мэра, некая политическая династия. Нет уж, мы все прекрасно знаем, к чему приводит такая политика партии, так что хорошо, что Спидвагон избрал путь архитектора. Вечером в ресторане, наконец-то за одним столиком с Джинджер, я заказал меню, перед этим немножко погуглив, что она предпочитает, и обосрался. Я решил исправить свою ошибку, подарив ей книжку, на которую я фармил 250 жетонов в дартсе в этом же заведении, и обосрался второй раз. По-моему, подарки на свиданиях вовсе не работают в данной игре, разве что во время таких событий нужно делать более серьезный шаг. Да, я о свадьбе. Да, как-то плавно симулятор фермера перетек в симулятор Симса или даже симулятор Дома 2. На следующий день я сделал кое-что новое, какой-то генератор электричества, который пока не работал. Ну и ладно, значит пока что он нам и не нужен. За кадром я все так же относил диски с данными в исследовательский центр, правда теперь не по 5 штук за раз, а аж по 20. На покупку земли денег мне не хватало, и я уж было хотел купить себе лошадь. Здесь была одна кобыла в аренду и еще 2 для одноразовой покупки, но для них нужна конюшня, для которой мне в принципе хватает места, но пока я решил этот вопрос отложить. А все потому, что начался осенний фестиваль, конкурс на лучший урожай и лучшие кулинарные навыки. И знаете, во время игры в тот же Stardew Valley я делал ставку именно на урожай и уже спустя пару месяцев мог выращивать очень большой объем урожая. А здесь сюжетные ветки и взаимоотношения с героями забирали все мое время, и на фермерство я даже не обращал свое внимание. До сих пор у меня только одна маленькая катка и одна большая, где даже не выросло дерево. Лучше сбегаю и поздороваюсь с Джинджер. Тут стояли стенды для самого лучшего урожая. Мега-капуста от гениального дубка, ядер-тыква, 2 ничем не примечательных бамбука, арбуз и мое ультра-яблоко. По-моему, победитель очевиден. Здесь же была лавка, куда можно было пожертвовать ресурсы для общего дела, и я отдал все, что у меня было. Надо же, как неожиданно. В соревновании по готовке участвовать мне не хотелось, но я все же решил попробовать. Это было скорее соревнование в эрудиции, где надо было угадывать ингредиенты блюд, и первое я все-таки угадал. А вот дальше жители, вероятно, отравились не один раз, попробовав мою стряпню. А вот сам я наворовал себе немало так разных вкусностей. Правда, плохо готовил здесь не один я. И к вечеру сегодняшнего дня я собрал достаточно ресурсов, чтобы починить трубу, загрязняющую местные воды. Конечно, уверен, да что может случиться, не упаду же я в эту огромную дыру посреди заброшенного завода. И мы попали в самый настоящий данжен, но поскольку я был не один, да еще и в компании с девушкой, к гачи-приключениям у меня был иммунитет. Мы развалили достаточно много крысюков, которые заползли и сюда. Я достаточно долго блуждал по этих тоннелях, пока не понял, что можно вскарабкаться в канализационный люк. Потом потратил целых 10 тысяч на расширение инвентаря. Кстати, я замечал довольно много таких изображений с акулой. Это 100% какие-то коллекционные пасхалки, но я так и не понял, как их можно собрать. Скорее всего, есть какое-то оружие дальнего боя, чтобы их разбить. Но, увы, сейчас у нас были другие проблемы. Уже второй босс крыса. По его словам, я понял, что это батя предыдущего крысюка, с которым мы дрались в пещере с призраками. Не буду лукавить, я одолел его со второго раза. Это было не особо сложно, но в игре с JRPG-шной боевкой драки не вызывают особо приятных эмоций, поэтому я в основном торопился и не тратил силы на лишние увороты. И как только я одолел его, Сэм появилась тут как тут. Ой, как удобно. Нам удалось выбраться, я побежал к Джинджер, так как раньше истории о приключениях прибавляли много очков отношений, но не в этот раз. Но в свою защиту тем людям, которые говорят, что мне пора уже думать о серьезных отношениях, семье, детях, я скажу, как видите, я двигаюсь в этом направлении. Черт, ребята, обращаюсь к тем, кто считает 100-дневки очень долгими. Я клянусь вам, я хотел уже поскорее приблизиться к финалу, показать вам плоды своей 100-дневки и пропустить все повторяющиеся действия. Но просто посмотрите, что случилось, когда я вышел из гильдии торговцев.
А здесь я просто показываю, что за мной начала бегать местная кошка. Я понимаю, вам все равно, но для меня в этот момент происходящее казалось забавным. Но что же там с метеоритом? Сейчас посмотрим, только перед этим я побежал выполнять второстепенный квест в школе, где протекала труба. Oh my. И поскольку у меня в инвентаре завалялось 3 воздушных шарика, то я решил подарить их Полли, Молли и маленькой Кари Делевинь. Жители Портии собрались у опасных руин и строили теории о том, что это могли быть пришельцы. Но тут вышел Ремингтон, и он сам не понимал, что происходит, сказал, что это какой-то артефакт. Но подойдя ближе, стало понятно, что это космический спутник или часть космической станции. Я залатал дыру, из которой хлынули вражеские мобы, и после произошедшего, когда все собрались расходиться, из люка корабля выпал робот. И этот робот представился поваром космической станции и рассказал, что последние 300 лет он находился в спящем режиме. Ребята не растерялись и бросили его в тюрягу. К слову, у робота не хватало ноги и было что-то с головой. Это не я придумал, это так по сюжету. Тем не менее, робот разговорился, хотя ничего нового и не сказал, а вот ученая была в восторге, увидев функционирующий искусственный интеллект. АК спросил, что с остальным экипажем, но оказалось, что они погибли при крушении, и он единственный, кто остался цел, более-менее. А пока бежал за молоком для робота, согласен, это немножко странно, впервые задумался, почему сынок бати медведя носит медвежью шкуру. Как-то это неправильно, но оставим это для больных фанфиков или криминальных триллеров, так как я наконец-то накопил ресурсов для ремонта лесной фермы. Побежал туда и установил 4 разбрызгивателя и хранилище для воды. Да, какая-то схема так себе. Но за деньги спасибо. Плюс ребята сказали мне, что если понадобится дерево, можно обращаться к ним. Правда, когда я не зайду в их лес, то они вечно закрыты. А вот с роботом началась целая комедия уровня 1 класса, то есть типичного юмора моих видосов. Надо было заменить герою ногу каким-нибудь подручным предметом, и поскольку людского во мне дохуя, то я решил ему помочь. Сначала дал метлу, затем швабру, и в конце концов Мегамозг решил дать ему вантус, и это почему-то сработало. Потом надо было помочь ему с головой, хотя на вид с ней и так все было в порядке. Ты, по-моему, перепутал. Цветочный горшок. И, наконец-то, что-то по-настоящему годное – котелок. АК попросил возложить цветы к могиле с его экипажем, а мэр на вопрос, что будет с роботом дальше, ответил, что у всех должен быть второй шанс. И хоть я немножко спешил на свидание, но положить цветы успел. Спросил у Джинджер, чтобы она хотела поесть, заказал это, а потом услышал в ответ, что этого на двоих маловато. Ну а мне вроде бы норм. Впервые за игру список моих заданий был пуст, хотя на карте все же была одна стрелочка с каким-то квестом, но тем не менее я почувствовал какое-то маленькое облегчение. И утром следующего дня я узнал о будущем строительстве музея в городе, в котором поучаствуем и мы. Второе письмо содержало благодарности. Это письмо от ребят из лесной фермы, которые теперь будут каждый день приносить нам партию древесины бесплатно. Альберт из строительного магазина сказал, что для постройки музея нам первым делом нужен кран, и его рецепт мы по классике получим почтой на следующий день, сразу после того, как занесем в исследовательский центр диски с данными. Заглянув в свою записную книжку, я понял, что мой верстак с будущими проектами уже не справится, и сперва надо будет улучшить его, а это 100% большие деньги, и случится это еще не скоро, так как сначала я хочу расширить территорию фермы аж за 27 тысяч. Вот так выглядела местная редакция. Мэй сказала, что они в плачевном состоянии, потому что им почти не выделяют средств, так как Порти
и газета не нужна, ведь тут ничего не происходит. Да, то космическая станция свалится, то крысы-переростки нападут, согласен, абсолютно ничего не происходит. Но в ее планах сделать эту редакцию лучшей в свободных городах. И в этом, как неожиданно, поможем ей мы, причем за бесплатно. И первым делом им тоже нужна разработка, чертеж которой в будущем нам дадут за диски с данными. Что ж, надеюсь, хотя бы с этим мы справимся. А пока я увидел в закрытой части карты метку, куда можно было установить еще одну автобусную остановку, так что я рванул туда. И тут довольно красивый вид, хотя ничего более здесь и нет, но что-то мне подсказывает, что в будущем тут точно что-то будет происходить, так как такое красивое место точно не будет простаивать здесь просто так. А потом и Эмили с фермы попросила о помощи, глядя на то, как преобразились лесные парки при мне. Да, вот это называется квесты закончились. Навалили с запасом. Я даже не представляю, за сколько времени проходится эта игра целиком. Я начал строительство печатного станка для газеты, но пока все же ресурсов для него не хватает. А вот Эмили попросила построить им колодец, и честно, я даже не знаю, за что мне хвататься. Не успел я отойти, как вечером мэр представил какого-то нового жителя и сказал, что он из соседнего города Песчаное Взгорье, и они решают проложить дорогу между нашими городами, чтобы можно было быстрее туда добираться. Мне не верится, что здесь будет еще один город, но этим и прекрасна Портия. Вообще непонятно, что от нее можно ожидать. Вот еще и Гаст, то есть Спидвагон, предложил открыть парк воздушных шаров. Сдается мне, что заданий тут будет еще очень много. И следующий день был первым днем зимы, и это последний месяц этой стодневки. Наверняка большинство из вас не досмотрели до этого момента, так как, вероятно, стодневка будет просто мега длинной, но если вы еще тут, то спасибо. Давайте поможем Спидвагону выгулять свинью. И за это он был нам очень даже благодарен. Он в очередной раз похвалил своего учителя архитектуры, а я побежал опять становиться бомжом. Утро начинается с письма о том, что робот Ак останется жить в нашем городе, и мэр считает, что он нормальный малый. А Гаст опять попросил выгулять свою свинью. Я надеюсь, что это какая-то цепочка заданий, которая приведет к логическому завершению, а не просто повторяющиеся задания. Хотя, знаете, даже если и так, то 500 монет лишними точно не будут. Вот, кстати, и робот готовит шашлыки из свинины. Да блин, я не могу. На следующий день я опять выгуливал свинью. Хорошая игра и конкурсы интересные. Я наконец-то доделал колодец для фермы Эмили, но она, как и владельцы леса, попросила добавить систему орошения. Но вместо этого я побежал сдать задание по строительству будущей дороги к соседнему городу в пустыне. Для этого нужно было 10 единиц закаленной глины. Чтобы проложить дорогу, надо было сначала построить большой мост через реку, и я взял задание на создание фонарей для этого самого моста. Вот только мой верстак 2 уровня уже для этого не подходит, и придется потратиться на его улучшение, когда соберется достаточно денег. Но тут как тут, очередной забег со свиньей и еще 500 монет в карман. Складывается впечатление, что этот квест будет появляться каждый день. Я решил приукрасить свои серые будни игрой в дартс. Хотелось нафармить 2000 значков на большие декоративные доспехи. И поскольку в дартс играть было очень легко, я быстро нафармил значки, и вот мой дом теперь украшает эта бесспорно очень важная и не бесполезная вещь. Сегодня мое кристальное дерево дало первый урожай. Я продал взрослых кур и создал самое настоящее ружье по найденному в данжене чертежу, а потом и патронов к нему. В этой же локации я нашел пару труб для создания оросителей и сделал хранилище для воды, и наконец-таки помог Эмили с ее фермой. Эта водопроводная система работала чуть лучше лесной, вода выкачивалась из скважины и попадала в резервуар, а не просто в него затекала по желобу. И знаете что, все-таки тот повторяющийся 3 раза квест с выгулом свинки все-таки закончился. Спидвагон поблагодарил меня за это и дал брошь, которая почти ничего не стоила. Он сказал, что ее купил ему Альберт, и когда я побежал к нему спросить, тот подтвердил эти слова. Довольно странно, не считаете? Зацените обновку к моему дому, наконец-таки руки дошли купить большую кровать. По идее, она еще и энергии немножко прибавит, как и любой другой предмет интерьера. Помните, я говорил, что надо улучшать верстак и все такое, но я прикинул, что до конца 100-дневки осталось плюс-минус 10 дней, и я решил вложить свои средства немножко в другое дело. Я купил себе хлев для животных, а после еще и конюшню. Дорогие приобретения, но раз птиц можно было продать за 600 монет, то такие животные, по идее, будут раза в 2 дороже, если даже не больше. А вот для коня денег немножко не хватало, но это дело
правила я быстро поправил рыбалкой. Впервые вижу, как бегает Ак. Это одновременно и смешно, и печально. Кажется, будто бы он бегает в форме свастики, но не будем углубляться в историю именитых художников. Я продал рыбку и полетел за конем. Взял, само собой, самого дорогого. Довольно быстрый транспорт, скажу я вам, и знаете, наконец-таки под конец 100-дневки можно смело назвать себя успешным человеком. Свой дом, машина и даже хозяйство, но все-таки мне кажется, что чего-то не хватает. Знаете, я ведь не собирался прокачивать верстак, но на мое удивление рыбная ловля на пляже приносила очень много денег. И пару раз я даже вылавливал редчайшую рыбу, и одна такая штука стоила аж 5000, что очень много. Ну и после этого я все же взял задание на постройку моста, так как заниматься чем-то все же нужно. Но пока нужные ингредиенты создавались на верстаках, я скупил всех червей на ферме и пошел рыбачить дальше. Все же деньги тут решают многое. А вот, кстати, очередная королевская рыбина. И сегодня начиналась битва снежками. Суть ее была да нельзя простой, и даже записываться заранее на нее не нужно. Признаться, я удивился, увидев, как одновременно столько жителей выходит из города. Ну а после начались метания снежков. Опять-таки, с точки зрения механик, все тут было очень просто. Из-за укрытий выглядывали жители, и за каждое попадание я получал энное количество баллов. Чем дальше был житель, тем больше за него платили. И вроде как я был точно не в лидерских местах в этом соревновании, но каким-то чудом мне удалось занять первое место. А еще сегодня, спустя почти целый игровой год, я, наверное, открыл все возможные рецепты. Просто Петра из исследовательского центра уже не принимала диски с данными и отвечала, что я могу просто их использовать у себя, чтобы усилить уже имеющиеся станки. И вечером я построил нужные для моста детали, башню и полотно, и сдал квест. А после на таком стремительном финансовом подъеме не пожалел денег на белоснежный костюм, который продавался в церкви. Нет, ну разве не красавец? Позже я сделал еще одно такое же задание касательно постройки моста. Как-никак, репутация и деньги лишними точно не будут. Для следующего расширения территории мне понадобится уже 90 000 монет, а это не то что много, это просто... Настало время прощания. Последние 3 игровых дня у меня были максимально распланированы. Я затеял очень интересную авантюру, к которой готовился пару предыдущих игровых недель, а то и всю 100-дневку. Самые смышленные из вас, возможно, сопоставили факты покупки двухспальной кровати, официального костюма, а самые зоркие, возможно, спалили обручальное кольцо в моем инвентаре, если я его, конечно, показывал в кадре. Вы все правильно поняли, сегодня я прям буквально на белом коне. Купил букет роз и не спеша сделал кружок на площади, двигаясь к дому семьи мэра. Когда я зашел в комнату Джинджер, она как раз проснулась, и после небольших прелюдий я подарил ей кольцо. Когда она сказала подумать, я слегка недоумел, так как был уверен в положительном исходе, но стоило заговорить с ней второй раз, как она сразу же ответила «да». Но она попросила меня получить благословление у членов ее семьи, дяди, отца и брата Спидвагона, и если в последнем я не сомневался, так как с этим рыжим у нас была своеобразная связь, то с остальными двумя я особо не общался, и первым делом надо было побежать к мэру. Мне казалось, что даже если он скажет, что нужно меня проверить или испытать, то это будет какая-то мелочная просьба или подготовка к торжеству, но этот мудила сказал: как отец я не могу отдать руку своей дочери, пока ты не будешь отвечать некоторым условиям. И тут я понял, что меня ждет что-то максимально жесткое. Он сказал, что для получения его благословения нужно, чтобы моя мастерская заняла первое место и достигла 1 класса среди всех остальных мастерских этого города. А это испытание просто нереально выполнить за 2 дня. Я снял торжественный костюм, прикрыл свой глупый взгляд темными очками и полез смотреть рейтинг мастерских. От 1 места я отставал ну просто очень сильно, практически на 3000 баллов. И догнать жука Хиггинса сейчас просто нереально. Я даже не представляю, каким образом его вообще можно обогнать. Для этого мне, скорее всего, придется сделать максимальный запас ресурсов и материалов, чтобы смочь выполнить буквально любое задание гильдии. И то, рейтинг мастерских проводится только в конце месяца, а это уж точно выбивается из рамок одной 100-дневки. Мне не оставалось ничего, кроме как продолжить заниматься своей фермерской рутиной, выполнить пару простых заданий и пробежать по улицам Портии в
последний раз. Конечно, мне очень хотелось закончить 100-дневку на максимально хорошей ноте, и эта виртуальная свадьба была бы прям к месту. Но, увы, алчный мэр потребовал слишком высокую цену. В последний раз я пробежался по своим, так сказать, владениям и посмотрел на плоды своих трудов. Большой дом, кучу рабочего оборудования, курятник, хлев, стойло для лошади, социальные связи с многими жителями этого города и буквально десятки, если не целая сотня, выполненных поручений. Название игры полностью себя оправдало. На целых 100 игровых дней я поселился в этом городке, и это было мое время в Портии. Track of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide, when everything is a lie. You'll find that out. Я надеюсь, что эта 100-дневка вам понравилась, так как я точно получил свою порцию удовольствия от пребывания в этом, хоть и по-детскому наивном, но все же забавном и ламповом мире. После столь длинного видео самое время попросить тех, кто все же пережил от начала и до конца, подписаться на канал и написать что-нибудь в комментарии в попытке задобрить алгоритмы YouTube, чтобы тот продвинул видео в массы. Спасибо за просмотр, это были максимально насыщенные на события 44 часа моей жизни и около 15 часов не очень веселого монтажа. И если вдруг это видео заинтересовало вас самих поиграть в Портию, хочу попросить вас оставить в отзыве про игру упоминание моего канала. Может быть, каким-то волшебным образом разработчики это заметят и, скажем, дадут мне копию ключика для будущей 100-дневки по другой их игре. Маленькому каналу без бюджета это сильно поможет, за что заранее говорю вам спасибо. Увидимся в новых видео. Эй, чувак, или может не чувак, поддержи, влепи комменты, лайк поставь, подпишись. Будем пилить виндосы, ломать алгоритмы сети. Легко, но мне нужен ты.